вот этот восстановительный процесс, там, как сказать, адаптации, что ли, на своей родине. Адаптации почему? Потому что существовало откровенное противостояние всех тех, кто заселил нашу родину во время нашей ссылки. Они добросовестно, в кавычках, противостояли нашему возвращению. Возвращению не только физическому, физически мы уже потихонечку возвращались, не все сразу, правда, но процесс этот шел. Но тут был вопрос духовного, морального возвращения. Все делалось для того, чтобы чеченец не чувствовал себя хозяином на земле. Это очень серьезный момент. И вот это вот все на протяжении всей вот это вот всех лет до развала Советского Союза, оно делало нас не только там изгоями, что ли, или какими-то там отверженными, но с детства чеченцы просто попадали в атмосферу противостояния. И приходилось быть зубастыми, клыкастыми, кулакастыми и так далее. В этом отношении это одна сторона, что ты просто боролся за место под небом и так далее. Но с другой стороны существовал такой момент, как культивировалось вот это вот момент, вот сегодня он довольно яркая иллюстрация, вот это вот необразованного какого-нибудь не очень, как сказать, морально устойчивого или там нечисто, ну, так, наверное, нельзя нечистокровного сказать, но во всяком случае сомнительного происхождения, если человек, да, ну, представляют его якобы нохчи матху шельчани, нохчи хулк, но это далеко не так все. В общем, одним словом. Они делали ему карьеру. Вот. А человек, ну, я имею в виду партийную там, или какую-то, ну, среднего звена, нет, не высшего, нет, не ту, которую были вот эти вот до нашего выселения, до 1937 года, которые были яркие личности, интеллигенция, там, высшая степень. Это потом постепенно все равно начала формироваться интеллигенция, и к концу советской власти уже была сформирована опять новая интеллигенция, мощнейшая в Советском Союзе. Чеченская интеллигенция опять была самая мощная, как и после революции. В 30-х годах, буквально за короткий промежуток от 20-го там до 37-го года, до 39-го, у нас мощная интеллигенция была. Вот то же самое произошло за время возвращения на родину, значит, после ссылки на нашей нации. Фарам, а хуба андер, инт мощный интеллигент, хуба андер, Суман. Вот я хочу сказать, вот вопреки, не благодаря вот этому Советскому Союзу, а вопреки всем преградам, во многие институты просто вот конкурсная основа же поступления, там же не по концессиональному признаку принимают. И тем не менее, вот штольные такие, были такие вузы, там МГУ, МИМО,
там вот этот вот институт имени Горького, вот этот вот был там, литературный институт и так далее. Некоторые институты просто невозможно было, будучи чеченцем, поступить. А вот, ну, потом все равно это послабления какие-то бывали в какие-то моменты, Горбачевские, там, в какой-то момент хрущевского периода, какие-то моменты послабления где-то проник. Но дело в том, что тотально чеченцы стремились к знаниям. Тотально. Просто вот любая семья, вот Дишер, Халдахкарк, вот так воспитывали. Морально чеченцы были, вот я говорил, вот в такой атмосфере, и поэтому стремились, во-первых, потом непризнание этой власти несправедливой по отношению к нам, при том, что там реабилитационный период, якобы там в кавычках он реабилитационный, все равно ты возвращаешься по жизни своей личной шкурой, чувствуешь несправедливость по отношению к себе. Любой конфликт, где оказался даже рядом, не участник даже этого конфликта, а просто рядом, как свидетель даже, если оказывался чеченец, то его хватали, вели в каталажку, его могли засудить. Так что это дело такое. Не, Фарам, Дарьян, тут нету сейчас регламент. И регламент яйца вистхолш Фарамун. Чехвалит, да, чехвалчана, кинаг вистхолит ровой. Фараму, Не, я просто говорю, я сегодня буду контролировать время, диктуйте, чтобы у всех было ну, я ограничение. понял, но дай, если ну дай человеку закончить мысль. Если у кого есть что-то сказать, то говорите, потом, если нужно, там добавить, задавайте вопросы, а так, получается, я вышел из регламента. Хемист Мюнлер висхелуш. Кто-то еще хотел что-то сказать, я слышу. Мастера, я хотела, чтобы он еще немножко развил это. Я поэтому говорю, что сейчас я не вижу, кроме Фарама, который готов рассказать про ту, скажем, про то время до Первой русско-чеченской войны. Фарама много чего может вспомнить. Тем более. Да, очень интересно. Я хотел бы, чтобы Фарама продолжил все это. И Фараму, если хочешь, продолжай. И если ты не против, я буду параллельно задавать вопросы, как бы в попытках проводить аналогию с тем временем, да, вот какие были люди, и сегодняшним временем. Поэтому я, так сказать, с разгону и начал для того, чтобы вот это вот... Не, все нормально, продолжай. Атмосферу. Потому что это не просто так сложилось все это. Истории для людей... Я не понял. Начните, если слышно. Вы сказали, от противостояния в домах наших. Кто были эти люди вообще? Я не знаю, как все услышали, я вот как-то частично не услышал вопрос. Не, Ариэл, ты опять лагаешь, и тебя плохо слышно, к сожалению. Повторить попробуй. Попробую. Повторить. Фараму, вы вот сказали, что было откровенное противостояние с 1957 года тех, кто обжился на нашей земле, в наших домах, просто чтобы для подрастающего поколения понятно, о ком именно идет речь, что это за люди были такие, которые противостояли. Вообще, в первую очередь, это были русские, которые, в общем-то, были хозяевами на территории
Чеченской Республики и, в частности, в стольном городе Грозном полностью это доминировали все, значит, руководящие посты, атмосфера, все учителя, все врачи, все, ну, одним словом, интеллигенция, там, все рабочие места среднего звена, там, начальники и так далее. Понимаете, да? А партийное руководство там тотально. Ну, там были, конечно, там, для разбавления, как это самое, представители других национальностей, были армяне, были дагестанцы, немножко совсем осетины были, ну, небольшое, совсем небольшое, да, грузины тоже немного были, ну, мало их было. Но вот в этом участие, в этой неприязни активное занимали, евреи тоже были, занимали русские и дагестанцы, самые активные были, просто такие Русские ярые. Там были, конечно, и армяне, представители, я хочу сказать, отдельно, там, ну, тоже так лично было. По количеству. А в чем это проявлялось, вот неприязнь их наша? Ну, сначала, первая пора, это были митинги. Вот митинг, который, ну, в общем-то, пришлось, вот, ну, вот представьте себе, значит, там... Митинги против чечен. Да, против возвращения, которые, в общем-то, некоторые даже вооруженные там люди были. Если это вот противостояние для того, чтобы утихомирить вот этих вот митингующих, так сказать, а вообще фактически вооруженно, которые, вооружившись там чем попало, пытались просто задавить физически чеченцев. Вот этот митинг, ну, перерос вот в это дело, нападение на чеченцев, там, физическое уничтожение типа. И вот его пришлось вооруженными силами, не только полицией, милицией, ну, милиция тогда была, а вооруженные силы, солдаты, вот это вот подразделения собрали вот эти вот из воинских частей, а их было валом на нашей территории, как всегда, как во все времена после оккупации, еще с царских времен, все время только на военных штыках держалась эта Российская империя на нашей территории. В общем, вот такая вот история. Детали там опять займет колоссальное время, но, в общем-то, там послужило там какой-то моряк там убитый, вот этот солдат, ну, вот этот отслуживший, вот этот бывший моряк, вот его там тело они подняли, и вот типа отмщения требует он. И вот этот митинг сплотился вокруг. Ну, это все было организовано, видимо. Ну, кто-то там был организатор, потому что так собрать людей и такая активность. Одним словом, там, конечно, гадости говорили в адрес нашей нации, там, цитировать не будем. В общем, много чего плохого на нас говорили. Незаслуженно. А где-нибудь зафиксирована хотя бы часть того, что происходило? Чтобы было... Я не знаю. Я потому что жил среди очевидцев, какие-то сцены кто-то перерассказывал. Я, например, одна старушка, мать вот этого вот моряка, работала в 5-й горбольнице санитаркой.
И с нею мне пришлось в жизни контачить позже, конечно, в 70-х. Ну, там другие истории. В общем-то, люди, которые участвовали, естественно, Нохчиевой, люди, которые были активными, я имею в виду взрослыми тогда, я-то там вообще ребенок, там, чуть появившийся на свет. А этот в то время, кто активно участвовал, взрослые люди, я с ними сталкивался в жизни, в разных обстоятельствах, разные сцены рассказывали. Но все они сводились к общему. Вот эту картину я очень даже живо представлял. Сейчас, конечно, я кое-что, может быть, там запамятовал, потому что не пересказывал все это, нигде не записывал. И как-то потихонечку это выветривается. Но общую картину тогда я очень живо представил, потому что очень много было свидетельств и с той, и с другой стороны. Абсолютно. Ну, я хотел сказать, этот момент, он прошел этот момент. Потому что, по большому счету, вот это вот, как сказать, вот это наша культура, войновчи, вилкшды, они доминировали на нашей земле. Вместе с нами они вернулись на нашу родину, и наша культура начала доминировать там. И к этой культуре приспосабливались, и она нравилась и русским, и армянам, и кто у нас там жил, и те же самые сюли, ярые противники, теперь там супербратья мусульмане тоже. Все потихонечку, конечно, тотально чеченскую культуру, быть чеченцем очень трудно. Но вот эти вот такие бытовые, соседскость, там, дружба, относительные, вот такие, это, вилхулк, чувар, арвалар, харгаттар, вистхилар, в этом отношении потихонечку это адаптировались к этому. А параллельно, худо-бедно, кто-то там вместе работали, общались и так далее, потихоньку притерлись. В общем, к 80-м годам мы уже, в общем-то, вообще по территории всего Советского Союза все нации как-то уже вот это поствоенный период немного, вот эти вот то, что там враг народа там и так далее, вот эти ярлыки, они потихонечку остыли, все это потихонечку ушло в бытие, в смысле вкануло в лету, а потихонечку вот быт он возрождался, люди просто, как сказать, растили вместе следующее поколение. И эти дети учились вместе в школах, ходили вместе в детские сады и так далее. Появлялось какие-то взаимоотношения, дружба и так далее. Одним словом, претерпелось, притерлось и так далее. Но, оказывается, а это показала Первая и Вторая война, оказывается, все-таки там у кого-то где-то что-то где-то за пазухой было спрятано. Ага, и это проявилось, в общем-то. Я не говорю о центральных вот этих вот политических делах из Москвы, там другие дирижируют, я это понимаю. Но здесь тоже появились, вот, например, люди, которые сегодня откровенно врут о чеченцах, о том, что они там кого-то там убивали, кого-то насиловали, тотально это. На территории Чеченской Республики после развала Советского Союза по всем показателям на
советском пространстве было меньше всего преступлений в 90-91 году. Вы понимаете? Вообще до минимума. В то время как постсоветское пространство просто захлебывалось в преступности, утопало в преступности. И вот эти вот люди сегодня, вот там есть такая, ну, самая яркая, может, еще там тысячи их, наверное, но вот самая яркая, потому что ее представляют как писательницу, там в кабинетах КГБ пишут, видимо, ей произведения, которые якобы писательница почему? Потому что якобы у нее там детские записки, там по типу вот этой немецкой девочки там. Ну, все это, конечно, чепуха, неправда. Один вопрос. Один вопрос. Вот это противостояние после возвращения на родину чеченцев, да, аборигенов этой территории, противостояние с этими русскими, с теми же Дагестаном, оно в временном отрезке долго продолжалось, вот это противостояние? Мегарду Фарам, да. После того, как произошло вот это большое событие, так-то оно было на бытовом уровне, в смысле, в течение года-полтора до вот этого большого вот этого события, да, вот этой вот большой, так сказать, крови. Моряка ты имеешь в виду, да? Да, вот эта вот ситуация, оно было там на улицах, то другое, долго это, ну, вот так тотально, можно сказать, везде. А потом они вот это вот потихонечку, вот кого-то осудили, кого-то там, а это, знаете, страх вселяет людей и дисциплинирует немного. Ну, может, на время, я не знаю. Во всяком случае, я не про чеченцев, про всех остальных. Нашу группу очень трудно. Но, во всяком случае, они нашли способ. Бушира хотел что-то добавить от себя. Бушира, что вы хотели добавить? Да, Дица. Сам Джоал Хиллеш Сюлю Губарсига. Хочу бахнуть матину, что аж мешбат. Первый хадах начал шатину шуку пастур. Аж раз отговаривал ешь. Мадвах кетину намалой, намалой был, да, намадвах был. Джоал был Губар. И сюрта, юрт самый главный цик юрт мой Губар сили. Сон юхи было ши и поддерживать, я ши раски отговаривать. И с юрта ши как дилижанс техиян фолс, тащан фолс, дилижанс фолс, это хавох шена. И ногче киги, ну куя яц, хархаля санд ир, аква санд и кого ю яц, звучукла самбари. Сука саму мостью он гуч было уж, да биган тепас бой бой куя. И положение, да, собьешь. Самый последний добавишь. И два раза, сука, уже там начали говорить, что идти нужда духш. Я добьешь, акуш, абамбар. Трак сили. И тему хадвах дальше, махта дальше, дата уж. Оша, да, кан тоу, умеет, крактор, ялин, ши ворда, ялин. И хаяку шеш, ума хаякан. Даушан, дёл было, сьета и танцун бюшен, да, бюшлайз уже. تيوهتن سون يهتا إيتن يو يحيوهايان يو آيان إيش تابغ بار последний наш мат сюда себя. А хуюрт я ючега буша, це як мекшли юрт. Я смотрела. Дик. Окей. Ариэл, задавай вопрос. Я бы по этому поводу добавил, что это было почти во всех селениях. Такая атмосфера. Вообще, ну, чем ближе туда Шилима, тем больше, естественно. Ну, вот Нажаюртовский район, там, Гудермесский, немного там в Веденском районе, там, вот это вот дело.
очень, очень серьезно вот это вот, что дючок докой. И что докой. А можно я тоже скажу кое-что? 2-3 слова. Конечно, Конечно, говорите, можно. нужно даже. А весь город Грозный принадлежал русским. Вы перечислили всех, кроме главных. Русским, там кучка армяне, большая куча сюли, и вы забыли про галры. Во второй школе была я, 2 девочки, 1 мальчик, и где-то 30 ингушей. Весь полцентра принадлежал ингушам. Обкомовские дома, в них тоже где-то 15 семей, обкомовских клиниках. И будучи такими хозяевами в городе Грозном, они, пусть они не обидятся на меня, но они ненавидели чеченцев. Все, что у меня были стычки с учителями, это были с ингушскими учителями. И они, как вот у меня были 2 стычки, и каждая из учительниц мне говорила эту фразу, которую я не могу забыть никогда. Вот на всю жизнь она мне врезалась. Ты кто такая, Нохчинки? И вот я пришла домой, я помню, маме рассказала, она мне говорит, не обращай внимания, у них в крови ненависть к нам. И вот у меня вопрос к Фараму или кому-то, кто может мне ответить, почему у них был такой блат? Почему полгорода Грозного принадлежало им? Русским-то ладно, это наши хозяева пожизненные. А почему они? За какие заслуги? Благодарю. Ну, в общем-то, вопрос такой немного некорректно это получается. Дело в том, что я к этому хотел подойти спокойно, но давайте так, наскоком возьмем. Фараму, Дело молодежь, в том, горячая кровь, быстро все хотят узнать. Да, дело в том, что там был момент такой, вот этот вот мы вместе были высланы, подготовительный период к нашей высылке был не только Гюшиани исполнитель, а вот эти кляузы и прочие дела, вот это вот сотрудники НКВД, лидер был ингуш, и там и заместитель его, там, в общем, очень активно они действовали еще в те времена. И по возвращении, но выслали их тоже, ингушей тоже. Хотя они только на чеченцев там заслуживали медали, зарабатывали медали там всякой клеветой. Ну ладно, изам дадели. Приехали, когда... Дело в том, что они, вы знаете, да, что более малочисленная национальность, чем чеченцы. Чеченцы доминируют, естественно, понимаете, да? Поэтому в обкоме была такая шкала, по которой по национальному признаку, значит, конкурсы, там, рабочие места и так далее. Первое место русские, потом там евреи, украинцы, армяне, ингуши, а потом после ингушей еще кто-то, я сейчас уже не помню. И 7-е место занимали чеченцы. Чеченцы были у себя на родине. То есть замыкали этот ряд, так скажем, да, последнее место. Ну да, там, да. В общем, что касается, значит, почему? Вот и поэтому тоже потом образование этой национальности и вот эти вот территории, которые они занимают, и до выселения занимали, начиная с 1810 года, вот это вот образование, как это, с этого Джейрасского ущелья, как это вот Назрань, как организовывалась, Насеркорт там и так далее. Все это система, звенья одной цепи. Вот эта царская Россия способствовала. И потом, почему они могли противостоять еще тогда, в царские времена, значит,
воевать против нас в рядах царской армии. Вот именно потому, вот с тех пор и лелеяли, так и создавали, культивировали эту нацию. И вот этот момент высылки, там есть разные версии, но я, честно говоря, точно ничего не знаю. Но вот есть много версий, я слышал, почему выслали, как, почему они оказались. Один Потому что замечание, Магердаришон. У вас эфир получается вообще вайт адит сади штек дүйч эфир хулпунах, там межнациональный цашт, во-первых. И во-вторых, вообще тема эфира не это была. И я бы хотел, чтобы вы ведущую не перебивали, Ариэль, когда хочет вести эфир, ее вообще никто не дает даже говорить. Так, или эфир ведущий сегодня должен быть другой кто-то, или же ведущему нужно отдать его, как бы, его роль. Я мобила, что я вас прервал, но... Его Божий барка, отдать ему руль. Отдаем Ариэлу и вожжи, и руль, и все что угодно. Ариэл, хакара дома. К сожалению, пока. Была многое для себя отметила. Но ключевая фраза была то, что вопреки всему была интеллигентна. Напомню, что мы сегодня обсуждаем Чеченскую республику, демократии, становление свободного гражданского общества, осознание истинной свободы, время больших надежд. Сундохша халонша яр сухайна еще чхырда более при духанице и сервой особенно самет ход тешадика ниста сухайна в первой классе их мир, но хотя бы качардуч дагдох сунинц царом. Сач охас ханер и независимость оха хаздагюх мусу аграр и уровень жизни шаш нах инцагерга нагер женский болбеш дюц угар и шаш адмишдар кайчтейпан швега кыбол коллег соца шатыца этический манер шош. Так их хан инах инцвиш меча буцаха лукбеш тасбах наш хелпнеш цац аво мусо. И когда соцажим юстахирю. Многие думают, что вот свобода в первую очередь возможно то, что хочет. Свобода в широком смысле не подразумевает вседозволенности. За свои за мысли, и понятие свободы больше, чем заблагорассудится. Жизнь без свободы подобна телу без духа. Люди всю жизнь и даже возможности быть свободными умирают, так и непонятно, не пришли в эту жизнь. Разговаривают не своими. Вопрос, чьи это озвучить. Многое и стремились бы к этой свободе. Естественно,
знаешь. Это должны быть внутренние люди. Поэтому пока ухожу в сторону еврейского. Заполняйте паузу. Кто хочет минуту славы. Думаю, что Хазарин. И проблема, Йолчу Ариэли, она пока еще проблема с микрофоном не решила, Цундера, ничего не проблема. Со связью, скорее всего, или со связью, неизвестно, нам трудно сейчас. Да, это должно быть со связью, потому что микрофон нормально работает, она наладится, но только с января, пока еще нет. Тогда you fire тот января. Да, я поэтому старался, чтобы она не перегружалась и меньше говорила. Насчет этой темы я-то хотел плавно перейти с этой эпохи, когда наш возвратился домой, и перейти в период начала Первой русско-чеченской войны. И хотел начать с того... Да. Пока вы не перешли, дай мне пару слов про этот период тоже накинуть. Пожалуйста. С твоего позволения. Хажилка, если когда мы вернем себе государство, рано или поздно это случится, демократическое, чеченское, национальное, на основе нашего ментальности, нашего сознания. Государство у нас должно быть два иска. Международных, индивидуальных, каких угодно, но у нас две эти должно. У нас Кремлю должно быть за геноцид 1944 года и период Ючушинсун, я остальные пока не трогаю. За геноцид 1944 года Нахбаян. Вот этот. И второй иск у нас должен быть экономический. Кто забрал нашу собственность? Вот Мауи, они могут это установить. Раски могут это установить, кто забрал нашу собственность целого двух Нохчисан большого 800 тысяч добавок с чем-то по пересчетам этих вагонов. Фактически. Нельзя на русский эту перепись полагаться, это понятное дело. Но вот у нас почти под миллион был амми собственность даях на гмилу. И он должен отвечать за это. Сюли будешь, гыржи будешь, я не знаю, Ванчубахкин, Ягаски будешь, есть те же самые 400 тысяч лишь внутренних войск. Вот кто-то забрал нашу собственность, промышленный инструмент, фермерские хозяйства, предметы старины, искусства, золото, серебро. Кто у нас это все забрал? Забрать. Это должен быть второй обязательный экономический иск. Короче, главное навесить и объявлять, и каждый раз говорить. Как вот эти ставят себе на службу, там, юктиш ставят себе на службу вот такие вещи, как армяне себе. Точно так же вы на нашу службу поставите ешун и собственность, чтобы у них просто не хватало времени воинца претензий шить. Царь придумать и решен, но царь хирячну время, если мы это факт решен у огромного на Кавказе самого большого народа, все еще после стольких геноцида, все еще самого большого народа на севере Кавказа, забрали полностью всю собственность. Не только от геноцида убили. Это вопросы к Кремлю. Они должны за это платить и расплачиваться. А вот собственность, я на шмильшку. Кто? Это можно все, пока много времени не пришло, восстановить, отмотать, кто что забрал. Интересно. Мы так рады были, что нам позволили вернуться, что мы просто таки это проигнорировали.
битча даже уже рез больше, прям даже нюка хабяхками сюли, которые которые эти мародеры, те самые мародеры, народ, а вы с этим суммете засидите, уж мародеры шмаю фактически рядом, аж шолтана хабахкин распри, там армянши, это просто их по разнарядке распределили сюда. Но вы соседи, вы чубяхкин, не рекомендую был. Это мародеры обычные. И эти мародеры с нами жили, и мы их не выгнали, представьте. То есть только что Аюрта аж всю любовь, которые участвовали в мародерстве вот этого твоего этого народа. Шабусу понятно, что вы претензии, они так продолжили. То есть вы тогда мы эти вопросы не ставили, но вы вы обязательно поставите еще что-то. Нельзя пропустить ограбление самого большого народа на Северном Кавказе. То есть, реально, Баркал. Ну, Тесла, там еще один маленький, не маленький, но я вижу, что один такой момент, возможность развития ситуации. Хорошо, допустим, этот вопрос у нас свое государство, мы восстановили, стали на ноги, и мы как бы задаемся такими справедливыми вопросами, где наше имущество, то есть где имущество наших отцов, да? И решили этот вопрос. Потом нам захочется еще кое-что узнать. Ты не боишься, что вот это будет цепная реакция? И еще нет, так... Нет? Во-первых, мы ничего не решим, он будет как дамоклов меч пропагандистский висеть над ними. То есть ты будешь манипулировать этим мечом. Да, обязательно. Ты знаешь, что мы в 91 Вот я к тому хотел подойти насчет земель. Ты знаешь, что в 91 году, когда Россия освободилась, наша чудовищная ошибка была, что и 44-й геноцид на весь мир хайхадяш. И ограбление. Нет, согласен. И молодой ошибка, короче, и царь халурьяцум, это понятное дело, что халурьяцум, не знаю, мощный, там, югти санна лобби, что мощнейший израильский санна, вы почал, что ахам, отоситер дарцяг, или ахцан, цели ах. Но фактически ясно, что шансов мало. Но дуньян хаит дес воршую. Идут сами на уптек, понимаешь? И это им очень не понравится. Это им очень по ним ударит. Дуньян хаит дер, понимаешь? Вош мародер, что и доходишь дует. Кацатига, тайный умысел яц за этим, алтерия, мотив яц, короче. Дуньян ходишь до, а же вот ищет хархум хиллашун. А цани хиллица, понимаешь? Мы как дураки сидим и ходятся ходишь. И как дураки в 91-м сидели и ходятся ходишь. Кричать об этом надо. Аре, показывать. А же уж мародешь, вижу. Ухуашил, горщи, сдящий, ищи. Они зашли и забрали всю нашу собственность. Промародерили это только что отгеноциденный народ. 60% населения. И раха идешь, иду и сам на отдых, понимаешь, вот эти вещи, царкум яхкой изидать, и он дует, а как-то им придется вот реагировать на это, там, это не такое простое, мы подчалхаюча, мы на международном уровне, на международных площадках это делаем, а это уже серьезно, и это наука, понимаешь? Тесла, я понимаю, я тебе больше скажу, вот сейчас прозвучало такое мнение, если мы будем говорить о определенной теме, перейдем на межнациональные какие-то, скажем, разногласия якобы, да, и связанные с ингушами, этот вопрос, который Фараму затронул, историю. Я, например, считаю, что это наша история. Если оно произошло когда-то, мой народ, и я в том числе, и мои... И потом об этом должны знать. Мы не должны руководствоваться, что кого-то там обидим, чьи-то чувства заденем, руководствоваться каким-то этикетом, вот таким родственником, да, и этим руководствуясь, стараться обходить. Нет, это надо, если было такое, надо говорить. Потому что я вот сколько себя помню, как я стал себя как бы узнавать как личность, я всегда помнил,
что вот везде этот соседний народ, везде нас во всем упрекали, обвиняли. И они, в свою очередь, никогда не боялись нас обидеть, задеть наши чувства, или не боялись, что отношения с нами испортят. Видишь, что с Богу ду. Но если с нами вот так, я считаю, если мы вот на такие вот какие-нибудь нюансы межнациональные всегда давали бы четкий отпор, никто бы не посмел бы. Видишь? И нам вернуть наше имущество было бы легче, и наши земли было бы легче вернуть. Теперь нам надо все начинать заново. Но мы это начнем. Угу. Говори, я закончу. Да, начинать надо с нуля, тут ты прав, потому что абсолютно цапин болхбац. Просто вы раскаш, кочер бой лакош, наконец-то. 300 лет он коч и ханял, бьёхом, наконец-то кочер бой лакал. Захнули, а иш кочер бой цахилла. Иш кочер бой цахилла. Я бы хотел бы по поводу того, что Тесла говорил, по поводу вот этого, что надо информировать. Конечно, надо информировать, но информировать нужно очень серьезно. Нужно будет, если мы восстановим наше государство, нужно будет создать по этому вопросу комиссию, конкретно, целенаправленно этим заниматься. Улхырдухырдац и Бог, да, цхырдухырдолчке парлело дез. Успеха добьемся только тогда, когда будем верить в то, что мы добьемся, и целенаправленно в этом направлении комиссия будет постоянно действовать, пробивать все бреши, добиваться самых высших трибун и так далее. Это попутно вместе с остальными, со всеми вопросами, независимо от других и вкупе с другими вопросами. Эта комиссия должна существовать. Как прекрасно выразился Тесла, как дамоклов меч она должна висеть над головой наших вот этих вот тех противников и политических, и просто мародеров. Ристхал Шауи говорит, если у кого-то есть желание сказать, высказаться, пользуйтесь моментом. А Тесла надо, ну. Хатал. Эти мы там независимые, вот они вот спросить хотел. Нет, когда там выселяли, там русские нас ограбили. А вот кто нас ограбил после того, как мы независимость сделали, куда все делось. Я знаю примерно, что в одном хозяйстве из 60 тысяч овец за каких-то 2 года осталось 5 или 6, не самое лучшее. 2000 голов крупного рогатого скота или племенного. Из них осталось 112, самый последний, самый что есть. Может, занято, угол это. Про свиней вообще не говорю, сразу уничтожили, убрали, везде. Это ладно. И что интересно, в то время перестали платить зарплаты полностью. Все убралось, все разграбили, все, техника туда куда-то ушла. Мелдук техники хозяйства, столько лет, она куда-то испарилась. Здесь люди зарплаты не получали. И все испарилось. И примерно эти люди сейчас ходят, них как ничего не бывало, ничего. Они еще живые там есть. Их атласон. Их у нашествия вердей. Вроде от русских избавились, свои собственные ограбили. Давай я отвечу на твой вопрос. Да. И совсем то, что вот государственное это ничего больше. Хумдар, поэтому кто там на тракторе работал в колхозе, он взял себе этот трактор, забрал, Советский Союз развалится. Кто там какой-то заботал? Ты не скажи, потому что трамваи, поезда, вот это все там много. Трактор, ничего не взяли.
те, которые даже не левых Вася волнамы, Кивочкин, да, ну извини, мы но так сон таюрта тракторищ, которые на совхоз работали, боус, царь массаршай трактор домой забрали. Не рассказывай мне вот это вещи, короче, кто там на какой-то самосвальной базе работал, те самосвалы себе забрали. Холца директор шбари, скажем, у этого красный молот, где печатные машины там делали или еще какие-то крупные предприятия. Сейчас там часто бывали армяне директорами. Они вывезли оборудование в Русню. Галгай тоже, кстати, были некоторые начальники, тоже вывезли что-то, короче. Но в основном, кто в этих вещах работал, кто там Музей, кто разграбил, тоже говори тогда. Да-да. Гуцериев первый был. Гуцериев был первый. Соволитеж. И разграбление, и внутренний Советский Союз. Ты сравниваешь адми личной собственностью и забрать Дадиган и Адам Халкадин. Это все-таки разные вещи. Харум Ахдуицик, да, тоже нужно разбирать. Но это разбирательство нашего внутреннего суда, нашего внутреннего дела. Это не разбирательство с Русней, с соседями. То есть международный уровень, ты их зачем-то сравниваешь, или я не знаю, или каким-то образом внутренний хилил и разбор имущества Советского Союза государственное, это ничего, и все забрали. И умдают чего, короче, да, кто-то там конкретно много забрал, кто-то целые эти присвоил, грабеж, все это было, но при чем здесь вот и выселение Хилдул, умеет связаны с Ахьецом. Но то, что ты говоришь, это правда, это надо разбираться, кто что забрал, и сказать, вернуть все взад, короче. Саук да есть, я абсолютно тебе не возражаю в этом. Сахум разбирательство, хили еще цыга. Низво. Вистрал Гордарича. Нужно. Марш Уорлам, Вистрал. Зачем яко временно промежуток кавитерер, вайкарахум цехалар бараса. Выселят шейна бэкпина даже выслать новое скоро кадычу. Потом там международная халха, международный муот, адмиш халха более красиво выглядит тархам, их обратно ногчевать цадахкета. Вайк хачумадо шейн ла выслать инцар, юха цивилизованный виче принятер, ю обратно цадахкета. Потом после ГКЧП Ельцин, броневик Тевиала, кажется, Киехатля выступает, красивая картинка, авторитет, халяла Ельцин. Потом, после того, как он парламент расстрелял, авторитет ваяла, и чтобы его авторитет поднять, юхут он был боцар, ногче бяхке бой. Юха, когда уже Ельцин, эта война не нужна, юхи, рейтинг снова падает, он же догмаде, он вайкха шумстат, он эту войну заканчивает, короче, мирный срок, холи договорный, холи адверс. Потом снова через 3 года русским надо кого-то поднять, например, войну милу поднять. Это спектакль, что и поднять этот авторитет. Авторитет, кино шош, короче, это Россия, قيمة بتشاق لبا متى شاقول لبا وقتاوشو там Грузия وقتاوشو там Крым حيقرأ حبوش بوش но интихо авторитет Аллах лучшан ход хидаху придумать ирду юхо уже третий чеченский харюте и ясти они сейчас могут сказать антига закон да хума да Иванов Петров Сидоров короче давай авторитет халях езвай Рамзан Уокансу, там он в Конституции царный лир сагва, давай и дa'ва консидеры авторитет. Халад яқан, и юхова кял кайсардуйте эла. И хатта гаворса, что нахуй алфичу. Если хотите, я отвечу. Мой этот Нострадамус, если настроить его, газ пиша шей конституции внести на украинский и на царь, я при области на царь. Если кто, можете поправьте меня, по-моему, 4 или 5. То есть они внесли в конституцию. Российская конституция, если что-то в ней находится, в Русне, оно оттуда не выходит. То есть это как бандитское это входит, но обратно не выходит, короче.
в эту сторону не работает. То есть и украинские и области, их нельзя вывести из этой конституции. То есть и Русня, и Кремль, и Путин, они вот в такой ловушке. То есть вот эта война между Украиной, агрессия Русни против Украины, может закончиться только с развалом Русни. То есть развал Русни, он предопределен. Сценарий я тебя. То есть, просто нету, потому что либо массу украинец, либо Русня развалится до диез. А их, кстати, больше 40 миллионов. Да, меньше будешь, они много разъехались, и много их Но массу украинцев вилу рвать, значит, у нас в уравнении остается второй ответ. X2 это развал Русни. То есть это простая ситуация, Юшунь. Сложно, короче. Эта война может закончиться только с развалом Русни, потому что у Русни нету ресурсов убить всех украинцев. У Русни нет ресурсов даже убить, скажем, 10% украинцев. То есть 10% украинцев еще это просто не работает так. Но зато 6-10% населения, они сейчас вместе с ранеными почти под миллион на Каскаш. Представьте, кто это. Причем мужиков, которых и так на Руси все время не хватает, количество женщин больше, и при этом это такие возрасты между, скажем, 20 и 35-40. Тесла, кстати, на этой войне особенно конечности страдают. То есть представляете, сколько будет людей без ног, без рук, инвалиды. Вот. Балласт для общества. То есть они потеряли Ахмабар, инвалидчика, они потеряли. У них не хватает сейчас просто по данным этого Госстата, которые всегда вообще-то заниженные и лживые, 2 миллиона рабочих рук им не хватает. То есть, понимаете, Украина отделяет от разгрома Русни всего лишь решение американцев дать оружие по полной. Просто. F-18 есть, все. Русская надо, представьте, всего лишь американский киок, их отделять от этого. Цундела и тебя дует, клинча дует, из которого нету другого выхода, кроме как развала Русни. Потому что альтернатива этому убить каждого украинца, и это невозможно. Герзду. То есть у людей, у которых западный герз и хороший тыл, Польша, Институска, сразу у полицейских шбахтан, раска агенш, граница Хаилан. Тесла, можно это перебью? Есть другой вариант, может, ты забываешь про него, что появятся хорошие руснявые, Путина они уберут, потому что эта империя всегда так поступала в момент, она как будто чувствует инстинкт самосохранения, когда она чувствует, вот развалится, она уходит на попятную, заключает договор, мы исправимся, мы уже другие. Как Ельцин в свое время, помнишь, God bless America. Ты не думаешь, может, они могут этот вариант прокрутить, чтобы сохранить им? То есть, я прокомментирую тебя. Я не считаю такой вариант, его нету, иди на царь. Они довели ситуацию, где такой опции нету. Как она возможна вообще? Вытащить этого Навального, Манделу, нет. И вот эта ГБшная банда... Скажут, во всем Путин виноват, мы тут ни при чем, мы сами страдаем, бедные русские. Они же это и сегодня говорят, этот нарратив-то сбрасывается в общество. Да, но куда они остальных, вот это 2 миллиона грибников денут, куда этого подрусских денут, куда этих замазанные банды, никак не получится у них списать все на пахана. Я тебя, предпосылки для этого. И плюс еще, как это удивительно не выглядит, но все равно говорят, 50% людей все еще за Путина, все еще хотят Украину поломать. То есть украинцы, у нас тут лекарств не хватает, нам свечи нужны, яиц нету. Представьте?
В последнее время яиц не хватает. Да, то есть не дадут нам добить украинцев нормальные, короче, понимаете? Не против самой войны Тесла. говорят, не дают нам убить их. Тесла, я очень рад был бы вот это подтвердить, но, к сожалению, элита и вот эта западная, она до такой степени гнилая. Кан, если Путин, да, вахшаш, Путин отставки охит до тхуцулух длилды дезаш эл цацатагу я Волкове, эл цабичуэле Ходорковский. Они с удовольствием ради сохранения своих теплых мест, вот эта западная продажная элита побежит на цирлах обратно в Кремль, кланяться Кремлю, чтобы у них взятки получать. Вот факт он сегодня до такой степени прогнила система западная. Дитиш Санадот, вот ты же сам говорил, что все держится на том, что эти не дают, не отпускает Шаньиз еще уже на списание Кеченел, те же F-18, F-16. Ну опять это же вариант тоже распада Советского Союза. При этом все равно какие-то куски от этой рашки сегодняшней отпадет Тесла на день. В том числе и мы, да, видите, понимаешь? Это не пройдет бесследно для них, опять же, то, что они сегодня заварили. Ну, ты же сам сказал, ты же говорил, что они опять наберутся жирка, они всегда отступают, когда им выгодно, заключают договора, контракты со всеми, а потом жирок накапливают, и опять твари бегут, завоевывать, со слабейших они начинают, пробный делают шаг, как пройдет, не пройдет, проглотит Запад, и потихоньку, как вот очередная Чечня у них будет слабая какая-нибудь, потом еще кто-то, потом Грузия, потом... Они же через слабых начинают, а потом этих слабых, из них делают пушечное мясо, вперед толкают, их еще обвиняют, что они там заградотряды у них. Так, Ваньки-то русские на всякий случай не хотят воевать. Это злые чеченцы там в заградотрядах стоят, оказывается. Понимаете? В чем их не... Понятно. Тесла контраргументы есть. Я могу контраргументировать. Очень такой разумный да, все-таки это. Но очень даже ситуация была бы, это уже Ходорковского удовлетворило бы и этого Навального, и даже, может, нет, Стрелкова, я думаю, не удовлетворила бы она Гиркина. Но Навального удовлетворило, что Ходорковский и Навальный, прям Москва, на Путина, Патрушева и Гебню массом повесить, на царь и тягах и переворот, власть хаякча, тут же все еще сидит Кадыров под русский шмамутигаш. Им же нужно обязательно как бы пар выход, то есть и вопрос, ну и делля вначале сломать, он не истошен, то есть им нужно куда-то этот пар выпустить, короче, а тут какой еще мишень, кроме как вот всем известного душегуба и раскрутить Массан, Кадыров, Аллах, устроить третью чеченскую войну, тем более у них там ни авиации, ни дронов, ни пушек, ни танков, ничего нет. То есть украинцы вообще яц фактически. То есть сразу же советские на складах есть. С удовольствием, и Запад поможет добить его. Да, ну он не то, что поможет, он всегда посмотрит налево. Не, просто сценарий проигрывает Дяштуэн. Например, он посмотрит налево, и там все будут аплодировать. Вот, наконец-то, короче, душегуба убили, который, короче, тоже вместе с Путиным на Украину напал. Это 100% как козел отпущения для русских повесить все. Един свой бог, что уже мы, 2 года мы уже говорим, что раскручивается Кадыров русней специально, чтобы на него все повесить потом. Это не обсуждается даже. Но мне вот видится это немножко не так. Ахмабар и продажная элита на перезагрузку. И перезагрузки ресурс яц. То есть нету такого там Ельцина, там баррикады, русни. Вот в советское время чаклёши, хиллел, гекечепелшса. За какой-то ресурс для революции, восстания, период чего-то там. Ну нету его. Гебня все подчистую убрала, подчистую. И эта гибня, она слита с этим Патрушевым, с этим Путиным, короче. Ее теперь
Они заскочили в какую-то трубу, с которой просто нельзя даже пятиться. То есть, не работает это. То есть клинч с Украиной может закончиться только нокаутом Русни. То есть ей выбьет зубы и Даксана положит ее, короче. Выходят. И Запад рано или поздно придется ему... кстати, тут идея отношения. Раз Украина запросила вот эти страшные запросы на царь, чуть ли не звезду смерти или там Звездные войны, что? Чуть ли не звезду смерти. Они попросили ракет сбивать еще за атмосферный перехват. Комплекс еще, который американцы, я не знаю, у них там на Аляске, там в Южной Корее, они... Но это оружие типа со времен звездных этих. Помнишь, были такое у них? Программа звездных. Оно не такое старое вообще. Это не такое 90-х Но годов. технологически она, конечно, подходит. Просто я тебе имею в виду, и запрос царь Ирма Яцари, значит, и запрос Вукар одобрить ничего тердук. То есть, и одновременно мы знаем, что Иран уже получил эти Хаскаш постоянно и Су-35, самолет передать, до которых изначально предназначались для Египта, но для Египта так и не дошли. Иранин дал удушаш, они все время шантажировали через Израиль, вот это, израильский лобби, Украина, Герцович. Но сейчас Иран все это получил. Так, это означает, что руки развязаны. И, видимо, их запросил. То есть это означает, что что-то там меняется. Вот буквально на следующие пару недель мы увидим, что получит ли Украина действительно мощное оружие. Если она получит, то все, сценарий приятен. Можете сразу сухари сушить, там, готовиться к чему-то там. И сценарий маять лишь и Третьей Чеченской войны, уберем душегуба, побомбим чеченцев по новой, короче. Хам шишун, эти руснявые, они такие хамы, что они вас и на украинцев вот сейчас КамАЗами отправляют, и еще вас и бомбить будут, и еще потом шубяхки хердушун. Нам сделать подлянку для любой силы, там, Навальный валя, и Патрушев валя, и Дейбук валя, какой-то либерал, это для них просто самое это... Тут дай им только это сделать. Вот войцебеса. Что в виде Кадырова, что в виде ваххабистов, что в виде нормальных чеченцев, что в виде демократов. А им не нравятся чеченцы вообще. То есть их надо как-то унизить, убить и этим, и ядом, и так, и сяк. То есть вы воюете, короче, генетическое, в кавычках, ненависть. Они просто лютая ненависть, ненавидят. Да. Дело украинчин, мы увидим через пару недель. Вайнгурдокшон, я тогда могу сказать, что вот этого сценария с Навальным Честно, вот я сегодня слушал одного деятеля, он в Америке живет, хороший русский, из разряда хороших русских, Андрей Илларионов. Вы, наверное, знаете эту личность. Вот он утверждал в своем интервью украинской журналистке, что война между Украиной и Россией продлится до 2025 года. И он это связывал тем, что в Конгрессе Нью-Йорк сидит Байден. В Белом доме сидит Байден. Пока Байден в Белом доме, война будет идти. Что ты думаешь по этому? То он имел в виду, что Байден, давяч Трампе, Украине дадут оружие, и она победит? Да, помысл, подача информации, конечно, прямым текстом это не было сказано, но вот мысль тебе подавалась вот в таком зауэлированном смысле. Да. Я сначала прокомментирую по поводу этого Иллариона. Он подозрительный. Он был 2-3, по-моему, года или даже больше советником Путина, то есть в начале 2000-х. Но потом в оппозицию Уахан из Америки, там, из этого, на это Радио Свобода, там, выступать, где он как бы выступал против Путина. С начала украинской войны он выступает против Путина и Крецу. Но я однажды видел его
английское интервью. У него в Америке была какая-то организация, я не помню точно, там же страшное количество этих фондов, всяких институтов, политологии, там бывший Советский Союз, советолог, вот какой-то американский институт, и он там был этим почетным профессором или кем-то, вот это Илларионов был там. Выгнали оттуда. Я точно не помню, но он на английском давал интервью, и оно было, меня шокировало просто. С акцентом даются английский, но даются меня просто шокировало. Он там сидел и перед этими людьми расписывал Путина как какого-то супер умного, супер гениального, который всех порвет. Ну, тотальная пропаганда. Вот Бамба Муаринс ник ночи будет помянут, он вот Бамба сан камяльдует шваракой, короче. Что в этом, что-то не так, а Бамба гладокшен. Он вот что-то не так говорит. Вот он что-то там вроде бы правильное что-то говорит, и тут же у него вплетается что-то не так, короче. Вот и что камяльдиш, и с тех пор я отношусь к ним крайне подозрительно, короче. Трампист, воевать, Шубаевичи там, они учились вместе, Багайтан, когда развал Советского Союза был, они учились там, и эти приватизацию этого, он там тоже участвовал в этом, Илларионов. Это консерва, ФСБшная консерва. Ельцин, Лоршанцик, Заслакин, Леша, это вся группа и по финансам, и это вся эта контора оттуда, Деш, Багайтан, вместе Ельцин, Лоршанцик. Не, это ладно. Не, смотри, Абушера, это хорошо. Я же опять же провожу параллели то, что Байден сегодня делает, и как он последние вот эти финансированные украинцам, он же это срезал. То есть он же выступил опять же против этого Конгресса. Он 65 миллиардов выделить запрос. Трамписты против того, чтобы выделяли эти деньги. Они хотят, чтобы он выделил деньги, часть денег отправил на границу с Мексикой. По строительству этой границы. Чтобы он проголосовал за законы. Нет. Они говорят, что мы проголосуем за эту помощь. Да. Но ты в ответку, короче, закончишь, стена возобновить и иммиграционный закон, закон по депортации. Да. Они на обмен там хотят. Очень ужасная ситуация с эмиграцией. Действительно, там за один день, там, не помню, дня 3 назад, я где-то прочитал, 12 тысяч беженцев зашло. За один день со стороны Мексики. А представить, видишь, это какая там проблема. А демократы не хотят, потому что демократы, как и здесь, в Европе, социалисты, леваки, бывшие коммуняки, они ратуют за за завоз миграции. Будущий электорат. Потому что это будущий ихний электорат. Не, погодите, насчет будущего электората, я вот слышал на днях, что если человек находится на территории Америки, и у них идут выборы, он может пойти в этот участок и проголосовать, и при этом у него не просят документ, то есть ID-карту. Я этого не знал. Это нововведение, то есть, если они есть. Раньше такого не было. Это вот демократы это все замутили. Палбут демократ сиглилов, пацана. Вы сами, вот помните, Денис здесь был, он нам всем освежил память, если кто-то забыл, что такое, что делал Трамп и что сделал Байден. Он на все условия русни, когда пришел, когда говорил, что я все Путина уничтожу, он и Северный поток разрешил, все санкции снял, которые Трамп вводил. И я не верю вообще демократам. Они же аж цаболыш делают, да им деваться некуда было, кроме как помочь Украине. А так я демократам вообще не доверяю. Это какие-то враги Америки. Сюкач, мое личное мнение. Есть еще тип, короче, Киссинджер, что, короче, великий. Он как бы считается крестным отцом. 100 лет ему было. Да, он несколько раз приезжал в Русню, лично к Путину, кстати. Я с Путиным и Ухцун, как бы его... Тот фрукт Тесла. Да, этот Киссинджер, это мерзкий типок. Ой, наконец-то. Сунешь там изи Сороси, вампиршие. Вот просто такие живут, представь, сколько времени уже. Этот Киссинджер,
Еще во время эту Вторую мировую войну был там каком-то городе с комендантом от американской этой администрации. То есть отцел до сих пор влияет. И вельми Путин против ЛГБТ. Закон почему-то юридически сразу, короче, непонятно, что он ждал его смерти, что ли, буквально еще несколько дней модально. И вот и Соросу, который точно такой же миллиардами и инвестиции на бирже ложь, як капитал, и использовал эти деньги, именно вот эти левацкие идеи продвигает, там вот это ЛГБТ, короче. И как вампир, ему тоже больше 100 лет, и давала такие изменения, но мне кажется, да, все правильно насчет Байдена, что Байден вот не давал оружие, это все 3, 5, 10, и Обама не давал, и что там это замешано, вот это произраильское лобби, это все понятно. Но, похоже, та ситуация сдвинулась. Шейдан Пархил, мне кажется, что сдвинулась. Да, меняется запроси украинцы, просто так позориться, дешь, еряцер, если Остино Байден, эльцер и еряцер. Значит, дан зеленый свет, значит, все, вот эта связка, там, Натаньяху, Беннет и Путин, она разорвалась наконец-то. На почве... Жидзинский, этот, который сдох, это Саша и Кишунес, это... Они, мне кажется, Тесла руководили вот этой руснёй при Ельцине, при Путине. Все-таки Велик Миллер, да, они ими руководили. Он же просил снять санкции с Путина вот недавно, перед смертью, полгода назад. Ты оговорился, не Бжезинский, Киссинджер, потому что Да, это совершенно разные политические... который ты говорил. Там Бжезинского совсем другое политическое. У него другие взгляды, другое видение. Вообще другой человек, короче. Политически другая позиция. Бжезинский нормальный, хороший мужик был. Он и Миллер, его Маккейн, это хорошие ребята, это наши ребята. Маккейн вообще красавчик был, его вообще в эту компанию лучше не вдавать. Это был националист нормальный. Россия это совсем другая компания, не нужно их смешивать. Это не Киссинджер еще это вторжение войск в Вьетнам и переворот в Чили. Да он же говорит, войну Вторую мировую, он еще комендантом был. Никак не мог сдохнуть, скотина это. Он мутильщик. Олазар, модельчай, скотина, а ты будь немного... Будь немного деликатнее. Взяточником был хороший, от Путина деньги он брал. Его интересы представлял. Ну, короче, в Латинской Америке... Никсон вел Шенхейл скандал, Иран гейтер, там замешанный. Он, видишь, выходил сухим из воды, и чего влияние ушло. Ну, короче, латиноамериканцы и вьетнамцы его, короче, ненавидят. Тут все его ненавидят, не только... Прекращать говорить в унисон, по одному, пожалуйста, в унисон. Все хорошо. Перебивайте друг друга. Говорите ясно, потом скажет Олазар. Хорошо, я просто докончу, что вероятность развала Русни, очень хорошая. То есть, можете нас всех можно поздравить. Она за 400 лет не была такой хорошей, как сейчас. Даже Советский Союз, и то это была перезагрузка. А сейчас вот эта банда, кремлевская банда довела до такого, не знаю, до точки невозврата, что вероятность уже окончательного развала вот этой ни до империи, ни до русского, ни до рейха стала уже, просто такие, короче, сладкой музыкой для ушей чеченца. Как, например. Олазар, твоя очередь. Да, я верю, я уверен, что она развалится, но не дай бог какая-нибудь падла окажется действительно какая-нибудь скотина, провластная, которая придет к власти и не даст развалиться. В свое время Украину даже отцу
антикоммунист Буш старший договор, он им угрозы кидал в парламенте Украины, чтобы они из Советского Союза даже не выходили. Отсулшай мост получше. Поэтому вот эти политики, они очень... Вроде кажется, один человек что может сделать, но видите, многое делают эти сволочи, когда приходят к власти. И не дай бог, у Русни денег много, они, видите, яйки не дают своему населению ради того, чтобы купить этих политиков. Измаите, козырь их, что они яйками, яйки не дают русскому народу, чтобы купить какого-нибудь западного политика. Вот в чем они выигрывают. Не надо кормить это быдло население, зато они кормят элиту западную, и демократов, и левых, и правых, и националистов, и сексистов, и всех, кого угодно они кормят, только не население. В этом они выигрывают, всегда выигрывали подлостью и подкупом, и обманом. И здесь опасность. А так я согласен, что вероятность развала 80%. Сюкач, 80%, если какая-нибудь падла не придет и не спасет их опять. Алхазар, будь спокоен, я уже карту видел развала России. Кому что достанется. Окей. Развал России мы уже делим этого, как говорить, неубитого медведя. Вот, кстати, вернемся к предыдущей теме, как раз к тому сейчас параллель проведем. Мы начали с того, каким был наш народ, то есть состояние нашего народа на период до начала Первой русско-чеченской войны. Вот его состояние в плане, в общественном состоянии, его стремление к свободе, когда он был монолитом, да, вот стремился как монолит к одной цели и тем состоянием, в котором мы сегодня находимся. И у меня вопрос возникает. Вот тогда наш народ смог быть един и провозгласить свою независимость, провозгласить свою декларацию независимости. Сегодня мы в состоянии это снова повторить, как вы думаете? Вопрос ко всем. Давай я скажу, я чуть старше, я помню, в возрасте я был уже взрослый, и то он был уже так досом, то мы встречали этих сволочей на трассе. На трассе это Бакинской. До нас не дошли они, потому что их перехватила эта колонну. Галаш соус, берешь. И вот на перекрестке Серноводск-Асиновка, вот Тига, там бой завязался, и Тига, том положил. А так, основная масса населения, народа нашего была, да, в принципе, 90%, около 90% людей были за друг друга. Пронохчи все были. А так, была оппозиция, и боже, так купленные, да, это всегда бывает. Но сегодня это скандал, что их дохлым, потому что оболванили после этого, раз и поняли, что с нами надо делать. Тут кто мне, другим этой партии не верит, посмотрите, что Дугин говорит, что это ихние детище, Дугин и Милорцин друг Джемаль. Они хорошо поработали, внедрили вот эту идеологию нам, противопоставили и сделали ставку на чечено-говорящих сюлевайнюк, которые мне каждый день пишут самые похабные вещи. Бусал дутхобош, нохчи дутхобош. Вот эти люди сегодня занимаются именно оболваниванием чеченского народа. Сунде на таганчо башт бухиной. Хазневсанчо. Волшука гамолчу елон раскаш. Это все работа русни. Сунца если цанал цадал какой-то бенвах. Нахметбах цабула именно из идеологии выходить, на чеченство вернуться, нохчу хылчана, киби даваться в войнах, вы нохчу вы все, не лезь в его постель, не лезь в его хуюерие, его взгляды религиозные, как всегда было до Первой войны. От Тецаборы нах печальные. Володя, а как было до Первой войны? Какие были люди?
Wallah, ты знаешь, вот Арах, например, вот Арах, он любой война, ночи, голова, бедоваться, издадаться, что он, тунюка, голова, вы, ночи, вы. Там было такое, например, ты с Грозного был, голова, валя, ночи, валя. Мы все одинаковые считались. А чеченцы вообще дела никому не было, Алам здесь воеваться. Ночи, Вот, голчанов, вот к этому. бедоваться. Олза, какие обычно темы вы между собой вели? Что вас интересовало? Чем вы были за, как бы... Да, есть иногда, вот, да о чем? О деньгах, как бы, деньги заработать, где, как, что, в доле, не в доле. Ерик, тема, какая тема есть сегодня? Тебя Ну, кто-нибудь спрашивал, ты молил? обыкновенно. А? Ты сегодня, у тебя кто-нибудь спрашивал, ты молился сегодня? И сколько раз ты ходил в мечеть? Да, Аса, я Да? даже. Никогда. Никогда в своей жизни. У меня и по сей день спрашивали, а сходите тердоти в хатце? Сунюхла волча. Йочало. Это которые позволяют, они у них спрашивают. Олза, дадим Васе Я Кивичкину. тебе скажу. Асали я как раз женился в то время. Короче, молодой был. И din liyordur, voça dik çalıyordur. Aviş ne kadar da. Onun gayet göç, ihçe, eğren şiyater, ihuman şiyater, яжду hoş zaten. Они светские девчата, светские, умаю. Да мы ремарают уже, yok çalıyordur, ремарают уже. Yok liyor, ya kesin liyor. Ну, хархонон. Юмор-то, там, ждешь, ни в коем случае. Да, это я фигла, да, это. Я, например, учился среди русских. Доктор Вахти, Бараш. Вот урок даю, ну yolu. Девчата снимайте квартиры, ночью избежите. Ах, чтобы аван, ян, ночью ян. Ах, мы там, доктор забарьер, вистулер, никогда такое. Если ты сказал, ты будешь держал ответ строго очень. Даже танцин эрма. Действительно, случай, Галер, это это он сказал, гаражир, ок, юала. Что, знаешь, just челюсть как гэртом, просто-напросто. И умаш, да, болеет сейчас, их на джоудора, просто-напросто, их так вот, да, яхдар, а просто хайнк лио хожа, хуш, руш, их лио, раз, ثاني нормально, ну, бадыгаш, раз, много чока, вахта айнбар, вахта айнбар, إيش دعوة ذاته هما تدور إيش هي تبور تات كون تعيدور يا سخا كده شو مثلا بو حاضر حدا إيش بوسي ويسي وكي حدا بو نوع شوكها شو ليت بار كده مو بدي سو عين مت كده بار ليت بار تات نوع نوع طولة ده إذا دوجي نشيء يوم absolut ياسر زيل نورمال إذا не знаю, в вашем представлении, как раз хит смогу. Я вижу, какие они. Ну, абсолютно. Между прочим, они порядочно вели, не матюкались, там, может, в школах, тем более, аски преподаватель был, и строго даже преподаватель. Не дай бог, а я двойку получу, я учительницу, он таянцу, жаловаться, да. Когда он тананс, die star hoor, amen do shitten do gaan de kuuk shitten do das bio tene uchi di bagler absolut en zo en dat ero eten zo dik der niet duje не yol chi независимо сума я правда молодой не очень этим увлекался люди прям массово дали митинги алять что вот люди когда постарше были мне там 21 22 года постарше 30 там 40 лет что занятый бар, это было у них это царь Олия Дури. Остальные телевизор, хажаться, ну, перестройка, у майора, там политики больше занимались, и нагала це двор. И что там, дик нормально, а и бадыга, Совет Союз, и галдя, тяжело стало. Там мы из зарплаты ума там перестали давать. Халдер, ну, та обозленность, абсолютно это вахабист, хуюца,
الدين عن تحمل نادر التدور absolutely ديلا التدور هو ده وقتي شرع لا مستغن ما بدير почти практически да التدور أنا بسمون بيش بتحمل التدور لا مش سقنا ده первый том первый том был что ده тухен бен لا مزد está мы magic лил бен ولا واس после второй том был да شيء был да شيء استقبل بل и мажор شيء هما شيء يخشي إيرن شيء يجي يرز دوتين أرا بول إيش يهمش دود شيء وما أدري شو أبزات أدلنا دعيت بين ما مستدور تار ها لا هنبقى دعوة ما مستدور تار أدلنا دور تار لا دوقة تغلرش ده شيء سيم تبلك توهين فهين это практически вообще тихий ужас Если я думаю, да, когда был ха, я 100% уверен, что сразу сядут и может шваху, да, они дыхнут просто не дадут. Они говорят, что тенгер за городу, а что мустом карьеров, они все найдут. У меня такая уверенность, что это. Да, дикин, да, я зоила, дик не хилева, да, мола, вон их хилда, и что он. Хицахата до да, в то время демократы был. Ты знал о том, что есть такое слово в мире демократия? Варде? Ну и как вы к такому слову относились? Они, демократии, я примерно Сунхари Гунду. А вот кого я спрашивал, они не знали, не обращали просто внимания на демократию, может быть, торговцы. Я, например, если в Бадаге, не очень был доволен, когда революция, власть, айдол, я привык к власти, и айдол духа, у меня такая стойкая уверенность была, что после каждой революции обязательно так бардак есть, гражданская война, и анд есть. А остальные в основном будут прям явно и независимость. Это и раз ты кочер был, хатхиш был. Вот это я хорошо знаю. Очень раз и цебьезак. Хотя, цебьезак все равно раз. Девочка, вот Хицахата Донсон, что интересно, Деггинс, я это задаю, исходя из тех нарративов, которые я сегодня слышу от некоторых представителей так называемой нашей бывшей власти. Вот ты сказал, что были митинги, люди на митинги ходили. Вот ты, если там был, что народ там требовал на этом митинге? Что они там требуют? Свободу, демократию или исламское государство они требуют? Что они именно требовали? Ислам вообще не требовали. Свободу. Демократии там не очень-то в этом говорили. Свобода, як есть. Вот раз ты хочешь большаны, мы дыхаем дуэлу. Мы дыхаем дуэлу. И даже din ne barchiga bakana основном bakana да был харчиг din диетер но их не очень-то слушали. В основном была свобода. Больше. Я на митинге свободы хотя амада царстига независимость и свобода. Свобода. Да, хочешь Богу. Все, ты надо это. Din диетер да bakana, в основном bakana. То есть я это к тому спрашиваю, я сегодня слышу нарратив, что вот эти антиконституционные поправки, и опять же я свою проблему выскажу, которая меня волнует. Эти антиконституционные поправки были якобы сделаны под влиянием или под запросом населения или народа. Типа мы просто руководствовались запросом у населения. Вот такой был нарратив. Такого. Уточнили, какого народа они запрос сделали? Может, русского народа? Нет, не было. Это там, что Дибусул Дин, вот тот день. Были, вот, это очень мало их было. Например, я ходил на выборы, я врать не буду. Я за Дудаева не голосовал. Я просто популистов не люблю, когда много болтает, и дело не идет.
А вот Конституция Хаджисо, я думал, Суна Мота там за один дюйцуду, я первый там прочитал, светское демократическое государство. Я даже не стал писать, я поставил галочку. Было. Если был там написано исламский, я бы не поставил бы никогда. Такое молодежь, она не была такой, но исламизирована не была. Вот эти старики, которые выселки были, но дахелген был, нах выселки, левлес, бахкайнах. Вот Цуген, например, я был там, да не 70 лет было, 80 лет, им, ну 60 это. Они, конечно, были, да, бог, зукаш, дворцат, может ли, да, вот аянный, да, и гарсан, хитсел, да, тарана. Цуген один, сакиса, и шара, йосан, забарш, юр, особенно, да, зукря, масана, подкалывает борщ. Он самый агрессивный, гуматься этого не было. А если попробуй, скажи, Аллах, он сразу там наедут на тебя. И что удар? Мы получили свободу с конца Советского Союза. Конечно, Советский Союз. И, например, я вам скажу, Советский Союз свободно уже вот после прихода Горбачева, 87-й год, начиная 8-й, 9-й, до своего развала, свободно почал. Именно Советский Союз. Я все, ты можешь говорить все, что мог говорить. Qisvala adalat politsiz militsiz prokuror qisval еще уже комер сердцане. Уже мокрелер Советский Союз. Люди, да, грамотные были. Тот, кто учился хорошо. Тот, кто учился хорошо, читал много. Вот они, там, их очень много было. Который книги то читал. Чечня точно такая же была уже, даже, как тебе сказать, Машу Ярахцухена. Митинги были, сундагду, митингер, митинг. Этих депутатов, когда уволили, распустили парламент наш, они встали на Театральной площади. А им возле президентского дворца встали. Против них, типа, наверное, митингер, они не соприкасались. Шайнлук, тиговый, тяргладур, шайнлук, кузвур, карладур, шайнтик, жижга, хулар, хада, ет, буй, кию, тиговый, ечу, кехкош. Нормально, как бы, я гомол, ятер, я кэра, ятер. Цаница гомол. Нормально люди существовали, более цивильного общества я до сих пор не встречал. Цивилизованно, да? И демократия, все знали, что такое демократия, но не говорили об этом, потому что смысла не было говорить. Демократия. Кому харжа машбар, кому кюгл из их демократии, Оля. И никто не спрашивал ни у кого. Вопрос. За вас обоих, мне лично субъективный интерес. Когда вы первый раз услышали слово шариат? Я после Первой войны это услышал. Вася Киевич. После Первой войны, после Первой войны, да, во время Первой войны, но видно, там размещает саундер, шариат, я думал, да, аудио. Это тоже после Первой войны был. Аудио, размещ мой, это что, не идиоты, что ли, асфальтируют, это пошли, не знаю, куда. Они, значит, сейчас динду может. Некоторые сами ложили член, что может, а что, это, скорее всего, провокаторы их У меня такое представление, что в 91 году и митинг вот специально там вот 4 месяца. У меня был знакомый, у меня есть знакомый, да, и он правда, навряд скажет, еще это было еще во время Первой войны, он тогда служил в Грозном, милиция была. Короче, они патруль постовой службе. И где-то мы там задание дали им, но там задание сходит, она остается громко говорит, вот, махлюк. И теперь хавак, давахчи, он сидит яндер бью, холотига махлюк. То я сейчас что не пальто юбает, там демокрано сукна, там
يفضل يخ حالة تواحد الوحوة شبات وقوة ضاحية ضاحية يندر بيز ضاحية شامل وتعاون هردون وردون بوشوز ويشهم بوش واس بعد حالة دو واحدة قيشة بواحدة فدو فراتي زوينتي مقال دعوة هايتين من وعدين دعوة هايتين اشتروا على قشاوة دعوة هايتين ده يوشا دعوة هايتين بارك يوم درسي قال نادين رسكت действительно хилом два. В это я верю, Цурана. Авторитетов не существовало. Не существовало никаких авторитетов, ердуэл. Бала бацер не хулцань, сигал иру их шваля. Я так думаю, что они работали в Балабары. Добавить, Дирдер, салам. До развала Советского Союза центральный телевидение дича масахума тишварса. После развала Советского Союза Чеченской Республики Ичкерия Каланчултя центральное телевидение дюйцаги, прессу дюйцаги, реальность он хагушдеги, и там башайна Ельцин стак амил шдвор цакием вахтендат башля чант алиш кемши. Это хейно это прияшерас он по амир элче интиолшо молодежен албарасам хайт. Что дюйч сахлар на самом деле картин кенек хлар. И после этого у нас звахайнер больше сомнение каждый хома телевизор чудуется проверить тадиш, тиеш тадиш, мо критично к нему отнестись тадиш. И что man амахсо квек ахбараса. Ну, Лом, вы первый раз, когда мы перестали верить любому средству массовой информации, это когда война началась, и мы увидели полностью ложи раскошван чуячил. Цута со кривега тишчер нормального все цархот. И по сей день никто никому уже, по крайней мере, СМИ никто не верит. Солнце тишь сам СМИ. Западно не наш. Например, и пропаганда, я тоже, то есть, я тоже очень верил в телевизор, да, я смотрел весь телевизор. Но один прекрасный день, и первый он в новостях показывает, рассказывает, значит, что вот там Грозном, то и эти боевики, они сбрасывают грудных детей с балконов, насилуют женщин, например, например, бывшему болезни. Я никогда такого я сразу вспомнил, в 1979 году я радио слушал, сижу где-то когда в 8 классе, в 7, там точно так говорит, точно так. Маджахеды, значит, он не знает. Маджахеды, значит, грудных детей сбрасывают, поджигают женщин, значит, насилуют женщин. Вот, и Канадыш. Точно так. Это сразу как будто ёкнуло меня внутри. И вот сразу, она дала, пич, буйба. Сколько лет прошло, столько времени, я не забыл об этом. И раз точно такая, как пропаганда, такая сильная пропаганда. В то время я верил, что как я верил. А я знаю, такого никогда не могло быть. Никогда. Лом, вопрос тебе. Ты вот лично, ты когда первый раз услышал про слово шариат? Первый раз шариатский суд якайкан. Тиках тахар соитен, 97 год алдеш токас. Ага, понял. Антвар, короче, вахан, сон чубашка, день дойш вацерис, короче. Но хозяты кастеш ворцер, он сад, мерти пек беш, день дей сад, швориза, он сон ала жима ворис, короче. И в итоге, шенлу акшакты дырахтер, короче. Понял. Нимсган, вот 3 человека услышали первое в своей жизни слово шариат после окончания Первой русско-чеченской войны. У меня теперь возникает 4-й. Ну, Багагоша, да я знаю, что вас будет много. У меня сейчас возникает вопрос насчет тех слов, которые я недавно услышал от одного политического деятеля, если я могу так назвать его, который сказал, что поправки были сделаны по влиянию, по запросу населения, чтобы угодить нашему населению и
наше население, которое стремилось по сунне и Корану и шариату. Мне интересно, о каком населении этот человек говорил, когда люди стали слышать про слово шариат после окончания войны, где-то после 96-97 году. О каком населении он говорит, о каком населении этот человек говорит, и мне хотелось бы от него услышать название этого народа, ради которого они приняли эти поправки. Урус Мартаня зарождается для шерис низовое, сигар дайволи рис, сигар уй на коста. Там он от них, наверное, слышал, он, наверное, руководил ими. Ну, Урус-Мартан же не весь народ, но нам же сказали. Ну, для него это были его подопечные были там. Слушай, Тойзан, может ли быть человек в здравом уме, нормально все в памяти, 30 лет быть коммунистом? Ну, это, считай, почти сатанизм, отрицание Бога, отрицание религии, тем более. И потом стать таким исламским парламентером. Это как получается у нас? Алаза, лично мое субъективное мнение, я лично не верю, что бывает бывших коммунистов. Я вот не верю, как бывших. Я ж поэтому и спрашиваю, как так бывает? И почему люди на это не обращают внимания? Вчера этот человек был богоборцем, безбожником, коммунист. Ну, Алаза, из деталей мы сейчас... Да. Давай мы его личность не будем обсуждать, а будем обсуждать то, что он... Но все равно мы знаем, о ком идет речь. Мы будем обсуждать его публичные слова, который заявил, что это было сделано ради народа, который по запросу этого народа, чтобы сплотить этот народ, якобы над Кораном, Сунной, Шариату. Я вот спрашиваю сейчас у народа, когда они слышали это слово в первый раз, не слышали они в тот момент его. Или человек, скажу мягко, не говорит не до конца правду, или что-то от нас утаивает. У меня другого нету. Никакого народа там не было. Если народ считается 4 человека, собравшиеся, то это, да, действительно, народ был. Алгаза, ответ Тамегил. Алгаза. Арваш Гокон, Боксивакюле, Хачиквок, Халакашва, Ех, Мажой, Техашайо, Мелом, Штеуке, Давгурсатак. Цай, да, хашто шундас нормально духарду дух шлил ваш на хиду, но все на свой это дух. Я в цахини гон. Мерах чугяхие, балгит охла чурк шухке шайк, пирсинг, шмирсинг шайк, гёй, цад ёк зак поча ули, хашайт бахтарвал яш. Итак, важта психотерапия, цайон цашинена. Просто цан-ауэр, просто цакрай цамлоц, вочкрай ухолоц. А диагноз шине на цайон цашин. То же самое идеология, что екш был нахбуя, цан исте, ух исте, цер вообще юх ограничия и отсутся. Другое дело, действительно ты психиатр, дикниси лара. Ще ойлен цан хумтехиеш, вот такое философски думаешь. И вообще в случае, еще царнук аран диаятон вообще, царна цашай халочил там метик. Я тебе отвечу одним, большинству я не доверяю вообще, и они и теми не были, и этими не. Ешем, ладно, ешь, обидно, вы персингаш, мерчуешь, это да, это крайности, какая-то болезнь есть умственная, с мозгом связанная. А вот выбаш, вообще-то, ты еще коммунисты, что улцералар. Его еще демократии бывает такое. Они лицемеры просто, сюкатич. Идеология шия, крайность шия, от идеологии шия, то же самое и ех меша, и халхияча кокшая, и теевахкен за аныштарахи отличастешь, уша маят, уз мою уша. Tamam negi?
Ажает можешь да, это шбуй. Им абсолютно, ты не можешь доказать задалок, нельзя не доказать, а просто можно подумать, ему какой-то джин вселился. Вот невозможно доказать, что можем жить нормально. Ай, дин делаешь нормально, и умаш, лила садишь, и ума садишь, на рыбов. Дальше абсолютно невозможно доказать. Это вот как зомби, зомби, букс, натурально, зомби. Очень опасные. Очень опасные люди. 10 секунд, это очень важно, просто исторически, потому что зафиксируется в хронологическом порядке, как в прошлый раз. Нет, как в прошлый раз. Не. Они микрофоны выключают и блокируют. Это неправильно. Надо зафиксировать. Вот 21:00, 12 декабря, критика будет продолжаться. Они не отвечают ни на один вопрос, переходят на личности, выкидывают из чата, блокируют полностью. Поэтому Аслан Арцуев, Ахьят Идигов, вы не отвечаете на вопросы граждан Чеченской Республики, которые находятся за пределами Чеченской Республики. Вы ведете монолог, вы врете, вы не отвечаете ни на один вопрос, передергиваете факты, переходите на другие факты. Бахарху вам задал вопрос. Я даже попытался просто задать вопрос, вы меня заблокировали. Будет об вас полный анализ. Аслан Арцуев, а тебе на канале Вени Видидичи. И о вас, многоуважаемый, но неуважаемый. Ахьят Идигов, все я закончу. Барков. А вопрос какой там был, лауреат? Я не хотел тему вашу называть, продолжайте. Чтобы было зафиксировано. У нас та же самая тема, продолжайте. Хазион, то есть, принял поправки, изменения, уши, они поняли, Аслан Уахин, лауреаты, Вагар, Вайош, Чада Пачурбу, и специально, и темки его аж больше, напомнил Ахьяду. И у Ахьяда нет ответа насчет этих поправок, преступных поправок, изменений, шешуль, кайлах, комица, вачеш, кигбин, курбуй, хитцалца, Аслан Цан, Ахьяд Цан. У нас все документы есть, все архивы есть у нас, бог. Аж был поправки, ашинил изменения, царя, йол документ, что он и пал мечабу эльч. Это все исчезло, сгорело, нету их бах царь. Понимаете? Я участвовал в главный царь, из-за велла бог царь. Вот от стедельчи все исчезло. Понимаете, что? Лауреат, бехчи хун царь, царь жваплур дать. Царь шашкиек бин курхуна суна бютур бат. Я 92 год قوم قال конституции تحلق تاع يشيغور واتون ديال شورش شابش замешаны бу. По цепочке цамо и гучда кам массера шаде гоуши гучда курдукиетя. Цондел цер цани ятту бат дит. Отуна قيت ويزا عادي چحونا سونا цар سونا цажва плурдат. Гуш мадуй цер قامت يل отношения. Хайя гейти мадуй приджагаре дун да вышел чиновник хар гучвалари ши да на ши вумелбол юхаулш ашул асланини кушин леч сагат да хумцалар нахшей ца нахболш аш мабу. Если этого они не понимают, цанна умна бьет царит и я царит. Қиетя. Мурат. Я чучу яхш и хатер шдаца уешон. Цалур да цанна да сунажуа. Мурат. Киегу да каяк преступление шиш. Қиетя. Жуап дал дезер долш. Мурат, а что алита вот насчет Эльчин ты далуш донаса насчет требования огласить свои личные данные и там тем более фотографии показать. Инсу не сваца алуш. Вот я простой обыватель, который знает свои элементарные, я не знаю, фундаментальные гражданские права. Я их знаю. И юрист Арцуев об этом должен знать, как врач знает клятву Гиппократа. Видите, что он об этом должен знать. Человек находится в интернете. Я гражданин определенного государства. Никто не имеет права у меня
просить моих данных. Я имею гражданское право на свою анонимность, Арцуев. Ты нарушаешь юрисдикцию, ты юрист или кто, в конце концов. Ты не имеешь права у людей требовать их данные, тем более в интернете. Это защищено государством, в котором мы проживаем. Это наши гражданские права выступать анонимно. Если не доходит на русском, я могу сказать на английском, на немецком не могу, но я думаю, ты тоже на немецком не владеешь. Но к чему то есть, как юрист может требовать человека данные его? Я не могу это понять. Töyzen şakiyek bin bol kurbuy ikur gucht bak цун вариантият qiyatiyat واقعين ашмауи мы ни от кого не прячемся, давай пускай любой говорит, спрашивает Бог царь. А вот Мурат, и дайте, это понятно, я просто требую... Аслан сразу понял, кто спрашивает их, что он хочет спросить. И все. Сразу отводящий. Вот я сейчас требую у Арцуева не нарушать наши гражданские права. Ты, кто такой, нарушает мое гражданское право? Не требовать у нас никаких данных. Я за это могу подать на тебя в суд и дальше. Тем более Тойзен, он лучше, чем юрист на самом деле. Он правозащитник. Какой правозащитник, который... Юрист, так называемый правозащитник. Никакой ни юрист и ни правозащитник. Балабол. Имела вала разница. Вахюк хаттер диньяй хаттер жуапуа и ФСБ яла и ГРУ яла и ЦРУ яла хаубелбу имелу цуайгдел хаттер. Я знаю или не знаю. Все. Хомилуй, хацехуй, хоесницехумаюй, твацаты, никто тебя звать, никто бошник. Камел мадец, иш едит, хум царилчи, едит, яхту царилчи. Так бяховье швацу. Қиетио. Извини, я не знаю или я не хочу говорить. Все, надо элдиеш, дуюм. А карнаш егдил урм. Массана бөз. Примерно أعياد بيت بولبا زكاو جوشويرو جنبولات جوشويرو قيوة جوشويرو زكاو сдится أعياد جوشويرو إيش подцепочки связаны буинах. Поэтому они не могут именно насчет этой конституции вообще что-либо говорить. Царя цанни яту бат лиц. Это круговая порука, они все друг друга потянут в болото. Если один заговорит, там всеобщий заговор, и молчание. А то, что лауреат заходит, не издонцу, он их дергает и должен дергать, чтобы это не улеглось. Да лауреат. Аслан, гасит, мови, Аслан просто чуть-чуть запутался, да? Из-за президиума Верховного Совета ЦК КПСС. Он Президиум Верховного Совета ЦК КПСС. Я лишь моя шудит. Ибраим, он служит, понимаешь, служит он. Ибраим вроде бы СССР, да, Маэл. Да, Саелли, у них в душе она. Не душой с ней, бага. Кенти, мистер Ворк, бьюздика, хорошо. Я хотел сказать 10 секунд. Я сюда почему зашел? Чтобы зафиксировать именно момент, число и дату, чтобы они смогли вырезать на своем канале. А так, официально заявляю, я не являюсь никаким представителем никого. Я глаз народа, простой человек. Я зашел ему задать хотел просто вопрос. Даже не дав мне задать вопрос, они меня выкинут, заблокируют полностью. Все, я закончил. Баркал, Москва. Баркаун, лауреат. Чуаха مسيرة وي ديوتش دو يويو ديوتش دو وي دمدر خلصة الأحداث ويش نفسي هم تحا وي وتر إشتا خل مديزر خلش داتا قان عورين ويقلدوش بيش إشتخل داتي وقا وخردو بوش
أشا دويس دمدر دويس يهم دات خزا دوي ديكي دويس وين تهان قيكير كروردو شما دات إنز سرونا تعبفتر يعت دن نيس لسا يهم دات دوق دوق برستو بار وباتش تانيس كي يديشو يتما دا بوليتيك يعت إذا تبويش دوقنا بو تان ديس دي Silk croissant, c'est le canal. دايا ليرسا إيش تعوي وش يبقى حق هم دمدر وليل وش تقيل هم مش قايل دوخش وجهه مش قايل دوخش وين دمدر تدي يقع خلش بات ما خلا باس نوفش خلي خربو أشي بغداد إزدات أتماسك شيء ترخ بوليتيكش بير بات هند أشي طبعا بيسن بول بوليتيكش وجه بوليتيكش بات إيش بقي خلا از молодежи دقودو ديزرتاري دقودوش دلاها خزدوش قودو ديزرتاري دمدر قودوش دات أجل إشتغلشون تندل طبيعك بوشون عقالنا بيحك بيرلشون تخيجر هم دل أتان أتماسك شفياتش دوا دجن تباس دات أصلا ديك كانت خير كروز عن ديك شومان أروي خير كروز لو بقدو دات أصلا جيزني بعن زدل سي اسكيبر هم على دات إنسان والشون يقيشون سدل نو سلام ذكاء غير شاعين غير في نهر خلير عشان يحكم تخلير بوش طبعا ويجمع ساقي دوت شو زل أصلا كان عينه أعياد إيش تتحشي خير دات شو زل كروج دات شدبه كنال شور دات سناق وستي دات بيحب كان هم على كلون تقوي دات حال كونكريتنا أوي هو حتى ديش دوي وما تصورش إنسان بقول ما دات أبوبليكا واحد بيز دات يش نيس لوربوي باتي نيس لاح دات حتى دمدر دعديس ديزي هم دات سايكاتش باشون بس يخل ديز بول دات شون صحيدوش واتشون هم ديل دا وات والله وات وفاكت إيتا دمدر وهم تليل دات كان عيني يحكم خير بات هقرا إدوش وقرا إدوش دات صنع مصلحته دوش صنع إيمان دوش دات وي تان ويش تعدل كشنش حيش قول دوين دات كشنش دوي تيب دوي بسر دوي كشنش سلغان تانكي بر دروي كشنش تان بسر دوي كشنش سندر وين خا ديز وي ديق وي دايسا قيسين وي تان دمدر شقص دولة دمدر ليل صداع هم خيل ما ديزل تليل دا وين يحكم خير باتسون خليلا داتسون كاجدي شو شيغر دلق آلا وشرسوغر دال ما ديلي جاش دا عار انتير وال عار دات هو وغوشي جاش ديش ليل داتسون غوشي تشيرياشي تشتليل بورشهم دات بريزمات ديش ليل ناح داتسون ديردو نو طغان اوك يوروبين حلقة مسنا حلقة دات يعرج خيتوش شامبو تشو دير بورش دو تشو دير غيلقاق دوخين ميلدل هماق دوخين دات ويش تسأل يشيوش دات دقوناخ حبيتينش تار بيتين اس بوليتيكش ديتين دقوي دات ويش تسياق تصديش دات هون ديالشي ويش مصلح ديز وين مرشو يز وين اس مرشو تعدات اس هون تعدات تشق دوليش دات وين تسيرش قيليا غيز وين صاحبول شارنا نسبير بوي وجبي تار ديتين دات وين تار دين دات وين هوكي هذا كيتين دات توامبيش دات أصلا اسماله بنمار بناي باخر خوش بين بوي توام باقنا بوي تعلق تاع بوليتيك وتحمي داس بنا باتي باقر بوي تخدو تيغادش خوش باتيغا никогда خلا بات تويو تاقا وعاقوسي تبرستوي يتوامبين يشدل هما تشقا دل داس توعاقي سداس توي كيبيش ليا يوش توي اتكش ليا دويش داس تخ مسك ناخ بين ليلي الشابش داس باشا تبيش داس عاجهم شوخ داس ستشكينش تبش نش وحكين داس تمي دوح نش دوح تاك انتي كيل داس اتخو كيبيش لعوية ايش لعدي ال داس وحكي سير تاريس نا هنستغن اتارخ يا هنس اي بوليتيكش بيد حابك نوقي تارخ دقي دديش نطقو دوي هودينين تان وكان هودينا حين كيرت غيبتين هودينا تان اسنا دين هم داتان تغنا
и кодитна даться 10% итня коновчи дитаца дитица дац шейник шаддл эскахниш дац диба дибитин дац шейниш халха бети үш цер бериш леш дац асавеши бериш саиши бериш саши чуай самях чуай салул хуай дел дабяхки и мечду нормально ду так и вот хуш политикш бубош бо просто твех башется бешош высокомерный больше хош умный был, развитый был. وقداتنا اشتغلي هم جاش ديلش كانتي دات اشتا دمدر ليلر دو الخيتسون شون خور دو الخيتسون شون مسانا ديريس كليشون دالتي هايبرت كيلو Истинная правда, господа. Musa, viskrita. Bitte kelšu masēri, salam maršal, visu masēri. Maršal alakela. Salam alē, čurbjā, nu bilā. Ela, so, vadu, šonda, visu gusto. Katsu croissant entier kanal de asadi darsa tatreter. Лацану. Отсюда видите видео, на основном канале, чукасом саму ссылку на их канал, на основном канале. Ссылку на прямой эфир. Ага, ты что, вара, ну царь наш мой, да? Шу ичкерен духалду, шу на президиум Верховного Совета ЦК КПСС Таез и ащец бага ичкерен аелла. Да здравствует народная партия. Да здравствует народная партия. Боя Никархов. 10 секунд просто, да? 10 секунд я ухожу. Allah Хавяч. 10 секунд. Вот зашел человек, кто бы он ни был, просто я знаю, что это записывается эфир, и они услышат, они слушают. Они прекрасно все знают. Еще раз говорю. У меня единомышленники, конечно, с ЧДП. Это здоровые политические силы. Они за чеченский народ. Конечно, я с ними буду, я их буду поддерживать. Если Ахьят Идигат и Аслан Кафы здоровые политические силы за чеченский народ, я их тоже буду поддерживать. Но здесь вопрос в чем? Там не вопрос даже политических воззрений, направлений. Сегодня, позавчера и до этого, и все это время, и 25 лет, которые мы находимся в западном полушарии. Простой человек в Ахарху заходит, говорит, можно вам задать вопрос? Он говорит, давай задавай. Он задает вопрос, его блокируют, выкидывают. Вот сюда, кто бы ни зашел, он может задать вопрос. Ему захотят — ответят, не захотят — не ответят. Захотят — проигнорируют. Но это же право любого задать вопрос. Ну почему они не дают задать вопрос? Все, что я хотел сказать. Баркал Дерес, Укритер Доучиклав. Нет, хуза худу хайшун. Шу просто провокатор. Что? Вы провокаторы, вы против президиума Верховного Совета ЦК КПСС, поэтому вы против Ичкерии, и поэтому надо умалчивать о подлоге Конституции, то есть о подлоге вот этих изменения, подлога вот этих вот основополагающих статей Конституции, из-за которого весь ИГИЛ пошел. Вот о них надо умалчивать, их надо спрятать, потому что если их не спрятать, о них не умолчать, Президиум Верховного Совета ЦК КПСС не будет на коне, и тогда Закаев, установит уже свой низам. Вот что-то вроде того. Плюс вы еще пацаны, и у вас человек 5 всего. Закаев низам юка, аяди низам юка, цадука шиши. Какая разница? Просто в разных руках и все. Ну, и духать просто Закаевский и что? Систем неподходящий, потому что тебя нашел Эльдаров Мауи, и дигави нашел пока гучуэла зу, поэтому и дигави полное шариатское правление, и еще подлог из-за пока могущего. И Аслан мой демократический партии юкам говори, ундвелар хайшин, цату цахияр пеишт, хуба проблемели арвал.
Зарплата маленькая была. Dünyanot terrorish boyal priznat bin buldoki igi un bayat din ol aslani üç mahyas bi efir shtahay el Мурат Бяхмабила официально в партии Чуамова цари официально. Да, он не был никогда в партии. Он был соратником. Он не был в партии, он был как бы нашим соратником, он как поддерживал нас поначалу. Можно? Мурат назвал причину, по которой он вышел. Можно чуть-чуть коротко, если говорить по существу, да, не с сарказмом. Зачем мы говорим об этой конституции, зачем мы говорим о этой государственности после того, как обожглись там Азакаева, о его низам, о его ИГИЛ, о его вот этих Ахмадовых, Халимовых, там, ну, будь он разный, Солтханов, там, Артханов, Шаилцер, Жамаатец. Почему мы вот полностью пытаемся именно педалировать на закон? Не на личности, которые могут в любое время Шачетар, ИГИЛ, Халай, Багдад, Халай, или Хабаша, Халай, Санан, Бердахва, Чудата. Вот это нам недопустимо. Поэтому у нас должен быть закон. Старан Согалуэла, Хогалуэла, Кадеда Галуэла. Это на народ не должно влиять. Какая-то личность, если где-то нам хорошо. Да, хорошо. Какая-то личность, если она, короче, если он там ИГИЛ или не ИГИЛ, что-то превращается, или там его давление сделали, там ваххабисты вынудили там конституцию подтасовать, там, или принять какие-то законы, или там каких-то близких поймали, вынудили там, или самого запугали, или бабло предложили, чтобы это все не рухнуло, не ломалось, у нас должны быть законы, которым будет следовать наш народ. А личность, она где-то сломалась, когда пускай там отойдет в сторону, сломается, там починит, если хочет, ее починят, не починят, адеквил, не адеквил, да, что есть. Поэтому мы не можем на личности полагаться, на какие-то там какие-то хотелки чьи-то, да. То есть харшадул хум вай ишайл конституция вай и царь харстел хум нешука диастар вай и царь ишадул хума. Мы хотим вменяемую часть общества как бы скоординировать, собрать. То есть людей, которые интеллигенцию, нохчишнука. А интеллигенция на низамы, на подлоге конституции, на шариаты, на исламские государства, они никогда не пойдут, эта интеллигенция. И правильно сделает ДРС, что они так и не делают, что они не дают облапошивать там себя. И мы, вот как эти сейчас играют, да, там президиумы всякие там, хотят шариат, бож, вокруг себя собрать недальновидных каких-то джамаатчиков, облапошенных, там, оболваненных людей, наших соотечественных, муха была, да, но это уже под влиянием русского международного исламского терроризма. Так, шаню хагула бин хашарка ду, хуне один ду, вай, хуне один хирду, вай, низам ду, вай, вожа ю, ислам ду, вай. Короче, хасха милч дитин. Потом, а потом, что нам с этим делать, с этим всем добром? С этой всей вот этой системой русского международного исламского терроризма, куда мы с ней потом пойдем? Это не наш продукт вообще. У нас нету абсолютно никакого света в конце туннеля с вот этой системой. Поэтому мы не играем в это. Поэтому мы и говорим о Конституции, о президиуме, лили, ноги, лилу, штаги, по сей день, мелю, президиум, там, жамач, пьер, бойлуш, айд бойлуш, там, лагло цилцер, хихулилцер, но цер дюн, да, короче, да, там, Кадыровин, посечу, амарбет, лойлуш, цунах ушт, кюрилуш, или там, Путина кюрил, вай, да, да, цуснева. Дел аллаш бол, дел меш борил, цукелар борил, сумасу беллах. Но и керуанир бош мы не можем здесь
весь народ у нас там на карте Лячмадуа, все будущее этого народа, прошлое, за которое никто не понес еще ответственность. Поэтому мы говорим вот этом, о законе, о вот этих подлогах, о том, как мы к ИГИЛу пришли. Теперь они берут, цепляются куда-то за 96-й, 7-й. Куда вы цепляетесь? Государственная религия, ислам, ашхватина, этот ислам тебе и предписывает же жить по Корану и Сунне и полностью убрать все тагутское. Вот что произошло. Хай ислам, хай дитин, хай чуах, хай эц, хай дюзул, хай гергер, лил, да, хай чуах кузан, те алэмс, дуэл, дуан дикан уэдэл, хай ну лил, дуэл, идеология, амюра. А государственная религия, ислам, эллы, все, ты это полностью засунул это дело в политику, и теперь она тебе будет дальше уже указывать, что тебе надо. Поэтому мы пришли к последующему полному шариатскому управлению, как ислам предписывает, а потом пришли к низаму, как ислам предписывает, потому что по многим версиям вот этих идеологий Конституция является тагутом, и ее надо под Коран и Сунну переделать в итоге. Что в 2002 году началось, в 2007 это превратилось в Эмират Кавказ уже полностью, с упразднением всех тагутских вот этих штучек. А потом это в итоге был сделан присяга байат уже великому Багдади из русской партии Баас. Да, и мы это все наоборот разъясняем нашему обществу, и мы Юичол Ичкери, чеченской демократической партии, но Юичол Ичкери это не хун хиятаги, дочун хиятаги, жамаатин хиятаги издать. Хогдунен чуа сложится диндол хуманц, от мака аштол камдуй, цуабуагуг бехили шолшдать. Избар, вот сути абелетер долшдать. Кидат жамаач, خير يعني اللي جماعة كان خاصية الغيرش ولا угодить الغيرش ولا или еще русский международный исламский терроризм дуалел там خير я понимаю такое тоже бывает, но мы не собираемся в это. Я сейчас повторяюсь, но вот примерно мысль хотел вот так довести. Баркал Балушин. Просто 2-3 слова по поводу вот, дополнения к тому, что сказал сейчас Ибрahim. Дело в том, что вот они пришли к этой шуре, к этому низаму, а вот конечная цель этого низама и этой шуры — 2 условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков. Подготовка и джихад на пути Аллаха. Короче, ислам бацагуахтич, айбер больш бацбог мадой. Это же вообще утопия. Но это, знаешь, это еще 2002 год. Потом это полностью привели в соответствие с Кораном и Сунной. Полностью. Уже вот этот мусор кем-то записан, его полностью выкинули. И чисто взяли хадиши, эйчи, айламахи, короче, фетфаши. Все. Остальной мусор, он ушел в итоге. Только эти теперь куда-то туда уже проехать диндол-гундуй. Туда куда-то цепляются, пытаются вот за это зацепиться, за какие-то эти свои этапы пройденного всего. Пожалуйста, флаг в руки. Ja, hitsas var auch efeira distak parit тоже течи қидан дүйсі дұсағасу. Алқ ватса хатта қолдалық юқа ғарақшы көчін боғыр басты жуынақ бұқнақ чия. Так, наш кош бака сюк хочу варианту. Во время распада, процесса распада, там националистские движения, киекса, общий контроль, очень масана, Пригожины, движения его лидерстве, а вот ищ царши группу, лет нахчия, царах, там нацистиш, балахки, балагаски. Вот вариант. Из юшволога, хороший русский квартир, я нахчичу, а то он был освободен.
та юха и пал булбалар. Именно второй вариант, Газ хиеша еш устар белгум хилчул. Тяха под лупой хирдош падейш, адик нас чичу царца. Да ха цадеш денег. Уже под западной лупой. Но именно царь дюч штолгум дац, царь войн тедария то штолгум. Цуа от раз войн тяхмел дештек бот дирдош ум тедария шнабуч. Однозначно. Кихата да дош суюка. Совершенно верно. Нет, я слушаю. Он мудро, исключительно верно он сказал. Да, именно для этого момента и вот эта вот провокационная вот эта реклама, отрицательная реклама Кадырова, она специально делается и якобы там этими положительными оппозиционной русской партии, ну, эмиграции они или внутри, или сзади, или в тюрьме. Все они, в сущности, льют вот на эту мельницу. Якобы есть какая-то самостоятельная сила в Чечне. Никакой самостоятельности там. Там четко генерал внутренних войск, генерал этой Холцунах, Росгвардии, Вава, верный пехотинец, и лучший исполнитель всех приказов Кремля и Лубянки. В общем, там идеальный солдат. А они из него делают якобы самостоятельную личность и так далее. Он даже не просто там чиновник и хороший исполнитель, а именно солдат, который четко исполняет приказы и вообще, по-моему, не способен на самостоятельное мышление, кроме как там. Я имел в виду, я имел в виду, ну, с ним-то все ясно. Шабонахчи ишбат сохадик аю ацаава ездитига. Дюнено вантяш луп латошхач, вантяш следитешхач, хадашковский гар, я исан был дик шхаз, что да, я понимаю. Дело в том, что вот это вот у них нет хороших вообще, вот отцун беш буабук ацар бешпек, вот дикнахчи хуль швацалей. Оль папа римский, элчун, кечо динчун, цадирик, это вода беш буабук. Да. Не только так. Там делается, что это чеченский вопрос. Существует противостояние чеченское. Вайгаскаш турду, допустим, и никто в мире не вмешается, потому что это внутреннее якобы дело. Это не русское внутреннее дело, а чеченский вопрос дубош хирмадует. Это специально делается, чтобы чеченизировать этот вопрос, хотя его решать будут далеко не чеченцы. Хотят решать русские, но Цунагул, когда дал мы есть, и мы об этом будем говорить. Но плюс к тому, вот любой хадашского кричуновый ад, при этом просто хорошими русскими они могут оставаться и дальше. Кидаша политика, киек запад, кричунца шешетныш, дешаек, вот да, тоже дружбе, киек, у них будет возможность при этом оставаться хорошими. А если это религиозный фактор там оттуда убрать, просто как вот чеченцы хотят, как граждане жить, демократию хотят и так далее, и так далее. Та сторона такие чеченцы, другая сторона русские. И там просто Ходорковскому просто места нету, понимаешь? Дикник цавюсига Ходорковский. Вот именно царь Блохбеш, даже прямо царь зависимой партии Хилмек Шуханцери, движение партии. Точно. Муса. Ну, сам Титу Гумадац, предыдущий оратор, очень верно. Прямо мозговой кусочек он зацепляет всегда. Вот правильно он говорит.
Это все делается для того, чтобы подготовить Третью Чеченскую войну, к сожалению. И Кадыров, Хайатылятчин, он такой, его вытащили, поставили, он просто надувает щеки, и все. Там за него другие делают. Вот это вот навешивание орденов, Мельхервел, Хельчи, вот, человек не может не понимать, что 15-летнего сопляка за преступление, фактическое преступление, избить нуждающегося фактически человека, который еще не суд еще над ним еще не состоялся, виновность еще не доказана, вот, и этот сопляк его избил. Тот не сопротивляется, естественно, и не мог сопротивляться. Избил. Из-за этого, вместо того, чтобы этого сопляка отстегать публично, вот если бы Кадыров, например, отец его под камеру отстегал бы, ах ты скотина такая, ты что меня позоришь? Ты что чеченский народ позоришь, сволочь такая, выродок ты? Как ты мог поднять руку на беззащитного Элла, если бы он его отстегал бы? Муса, другое дело. Свой отстегать Twitch von Путин смогу мадать. То есть да. русским, для русских нужно показать, что чеченец, что такое обезьяна, что чеченец пытает чеченца, не русские ему приказывают. Да, я хотел это сказать, я к этому хотел привести. А он вместо этого, его буквально звездопад, ордена медали плат устроил на него. Все там регалии, да он Чаушеску свою собаку полковником сделал, этот вообще и Чаушеску перекрыл. Это все делается, чтобы вызвать ненависть русского озлобленного населения от голодом, холодом, притеснениями у замордованного народа, быдла безмозглого, 90%, чтобы ненависть этого народа перевести вот на чеченцев. Все это делается. И я, честно говоря, при всех своих прикидках не вижу выхода. Дался Мавейл в данном вопросе. То все неизбежно идет в Третьей Чеченской. Они хотят устроить кровавую бойню. И на эту бойню активно работают с другой стороны. Даже более активно, чем кадыровская сторона работает. Меня да продлит Аллах его жизнь на 300 лет. Одна нога на солнце, другая на луне. Харвел изи Бартмашеву и меня деньги Сашич Маулади Удугови, который режиссирует ими всеми. Ну и так далее, и так далее. Вот эта вот шариатская, так сказать, в кавычках, часть, вот она тоже форсированно работает, в том числе и вот этот Аслан Арцуев особенно, только под другим соусом, но тоже в их копилку. Аят Идигов, Закаев, это само собой. Вот, они все, кроме... интервала, что Аслан Арцуев дал долю, цахица. Аслан Арцуев одабривает фактически преступника, которого обвинил в преступлении законно избранный президент Чеченской Республики Аслан Масхадов. Сказал, что он там это делал, то-то делал. Идигов и Закаев, Идигов и Закаев оба, они обвинены президентом Чеченской Республики в абсолютно смертных грехах. Их никто не уполномачивал ехать на Запад там, и так далее. Это все вранье. Я это доподлинно знаю просто. Для работы на Запад был Ильяс Ахмадов, бывший министр иностранных дел. Он был, и он великолепно справился, кстати говоря, со своей миссией. Но почему он молчит до сих пор, это мне неизвестно. Я не знаю, если он не сдох, если он не умер, если он живой еще, вот, он не должен был молчать, потому что я, например, лично не вижу никаких недостатков его деятельности. Он умный, перед лицом Запада он представил чеченский народ в весьма выгодном свете. Почему он сейчас молчит,
Совершенно необъяснимо, просто необъяснимо. Вот, но все остальные факторы работают на начало Третьей Чеченской, на начало гражданской войны. Вовне они не могут, на Польша, на Украине они зубы обломали, вот, скоро доломается, наверное, последние клыки. Вот, им развязывать посторонние войны, вовне войны, у них нет потенции, ни экономических, ни людских ресурсов. Вот. А где тут внутреннее, вот негодяи, чеченцы, вот шариатчики, они мракобесы, они террористы, вот террористический анклав внутри России надо раздавить. Эта борьба, она вписывается в русло международной борьбы против мирового терроризма, а они дерзно повернут и устроят на год-два бойню в Чечне, истребят половину народа. И вот к этому сейчас идет дело, понимаешь? И я не думаю, что ЧДП, например, хотя ЧДП является пока что единственной силой такой, ну, более-менее отражающей истинные чаяния народа. Больше нет никакой силы. Абсолютно. Кроме ЧДП нету просто. Есть отдельная личность, там этот лауреат, например, он очень изысканный, не знаю, где он учился, чем работал, но все, что он говорит, он всегда говорит дело и по делу. Вот лауреат и как отдельная личность, и ЧДП как партия. Кроме этих двух сил, я третьей силы не вижу. Я человек в политике, я съел всех собак, и бегемотов, и крокодилов съел, и все это изнутри видел, и сам многое творил, и я могу так чуть-чуть разбираться. Арцу, я не знаю, но Арцу усиленно работает на развязывание вот этой чеченской бойни. Абсолютно. Они никому слова не дают, они там это Швейцария, да, Ивахакова правильно говорит. Вот. И Цаду, Шоу, вот вы все время говорите, почему Закаев, там, это, они не сходят до народа, там, и так далее. Вы об этом даже не говорите. Зачем вы об этом говорите, когда об этом надо просто знать? Человек, который вкусил вкус, пардон за тавтологию вынужден, который вкусил вкус власти, он уже презирает, автоматом презирает народ. Вот такие мы люди, видимо. Это изначально заложено в Хердуке, это рабство наше. Мы не можем быть демократами во всем. Мы можем только рабами быть или хозяевами. А вот нормальными там демократами мы быть пока еще не способны. Человечество, видимо, к этому еще не пришло, не созрело. Цундейла, ни Закаев, ни Идигов, ни Ганя Двинят, никто там еще, Сараляпов, ну и Сараляпов, там Исквер, там хороший, говорят, семенин, там, простим ему. Ну, любой другой, он до вас не зайдет никогда. У них такая психология у них. Я просто их всех, я их потроха даже знаю. Понимаете? Мунса, а дальше указала Сараляпов, от Сараляпова ему, наверное, больше, чем Шмакову сейчас не нравится, когда о нем говорят. Ну, наверное. Я для иллюстрации, если у меня есть время, коротко расскажу один случай. Есть у меня время? Время есть? Да, конечно, говори. شو أصلاً إنسان دايس قصته شو Собрде Асланец дайса пес. Асланец дайса Аслан партию Ахилуат. Чеченский демократический партию Ахилуат Аслан. Аслан вообще-то человек, который в команде не работает, он одиночку.
А так, Я вам раскрою секрет. Вот как черт из табакерки выскочили два деятеля. Тумсо Абдурахманов, наш главный сейчас олигарх, миллионер. Тумсо Абдурахманов и Аслан Арцуев. Вот они, каждый из них имеет ЦУ от кого-то. Я не знаю от кого, но 100% они имеют ЦУ. Они оба говорливые, весьма не глупые, оба. Ну, Арцуева не сравнишь, конечно, с Тумсо. Арцуев немного тупо, в смысле, как вот помягче сказать, ну, попроще, чем Тумсо. Вот, но оба говорливые, оба там оперируют словами, категориями, так, к месту могут. Но оба запущены. Поэтому они по кукареков, приобретя там кое-какую аудиторию, вот, они приступили к следующему шагу. Это так делается в политике. Вот, поэтапно. Вот, они создали партию. Каждый из них взял себе по одному свадебному генералу из бывших князей, а ныне трудящихся Востока, Бендер. Тумсо взял Сараляпова, бедолагу, еще одного Альфонса, бывшего депутата тоже, который кинул одну чеченскую женщину через батайский семафор, высосал ее деньги и выкинул ее. Вот этого Альфонса и этого Сараляпова взял себе как бы как символическую крышу и рожает партию, рожает или уже родил, я не помню, этот Тумсо Абдурахманов. А Аслан Арцуев взял другую крышу, другого свадебного генерала, этого Миллери, парижский сиделец, она вылетела опять. Аят Идигов. Президиум Верховного Совета ЦК КПСС. Да, ЦК КПСС Идигова взял за символическую крышу и рядит партию. Тоже вот Верховный Совет, Туханя-Дюмнядин, Президиум, Татханна Конституцию и что ни в какую логику не вписывается ни в одно место, ни в Красную Армию. Вот. И вы думаете, форсированно там. Эти два человека работают в купе, хотя друг друга ненавидят. Вот. Работают форсированно на подготовку к чеченской бойне. Особенно Беркенбелер за многословие. Аслан, хочу разным мнениям, звучат люди, вот здесь разные люди там высказываются свои какие-то взгляды и версии, и Суна Закаева, видите, уже сколько там, Аслан Гучвельч, почти Цухайн Дуинда, видите, да, Сун. Так, соба дык-дыч, и там конспиративные теории, я говорю, что я стараюсь их обходить, и других призываю к этому. А так, хочу Асланин критик, саю Асланин на критику, например, халах ецун, наука ецун, например, на саю, что гуманука вельчи, там, президиум, и вообще, движение просто цецу, луксовенц. Явно херц, так, бакадеш, что Если Арцуев ошибается, то по логике вещей, по здравой логике, он должен примкнуть к Чеченской демократической партии и быть, как говорится, рядовым пехотинцем этой партии, если он заблуждается вдруг, если он когда-нибудь осознает. Ну, не все люди могут в команде работать, с командой. Кто-то не хочет прислушиваться к команду, потом он вылетает из этой команды, ищется по-разному. Ну, тут разные, опять-таки же, мнения, да? Кто-то может вот так, вот так. Суна просто призывать ворх массу, да? Нормально. Херцунт я, да, был, вот игилт я, чудесительной. Вот игилт я, мелт и бьет, что не, что и, что, масерги, что, херчерги, бог.
اتحقق خيريوشل نيقدر ويدا دولتي إذا كان هقدوني как и весь мир, вот государство, где мы проживаем, точно вот в таком формате нам нужно, я имею в виду цивилизованные страны, которые добились успеха, где вот мы, куда мы приехали и чувствуем себя свободно. Вот в таком как бы формате, в таком русле, Дауэл, да, да, короче, как бы комментарий. Аслан, Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно. Ибре, и пропаганда, первый цасита и цафильтр цунила для самых тупых телевизор. Вот так чекал сейчас и пропаганда. Разного уровня и вот, соответственно, крупные камни задерживаются там на уровень телевизора, там более мелкие. И так до песка. На каждом уровне есть фильтр с пропагандой. Hulta ouders naar ladugba bolcha satiesh diawelk jim diawelch более мелкий сито но халоц царов satiesh diawelk более мелкий сито но халоц и до конца просто до уровня песка до самых мелких частиц и пропаганда так и Волцина и агентура и олши. В данном случае сахома хаттахаттен осхаттен дол шуман жоп далар меттана так блокировать вошло, так? Или у него нет ответа, он тупой человек, или у него есть ответ, но его нельзя просто огласить, понимаешь? И так, огласить, да еще, нахан ты обохбешь общественный деятель убохшил, тага, что жопцун ходить ищаться, это автоматически значит, что вот, у нас такая лабуа бухтинис. Ты варианты, Совершенно верно. إبراهيم تخاطر درسون ستأخذ شواس خلق هدو بشي أصلا تاني تأخذ شواس Аслан, вахтвах был из комментатор будет, кто сейчас выговаривается, там где-то, когда эфир, чат где-то идет, işte şek doşta luşta mikrofon da işte штумшли елдобах кучу как бы критики аж бук кучу исландский учу. سقيته Эссон критикин, как я, ЧДП никто не критиковал еще. Но тем не менее ЧДП меня не затыкает. Поэтому я захожу и с удовольствием слушаю вас, потому что многое, что говорят ЧДП, это к делу, по делу. Вот особенно мне нравится Вахарков всегда. Он, конечно, прикидывается, что он ничего не знает, но он очень много знает. Хоть он и не учился, как он говорит. Вот. И много других, которые мне нравятся, поэтому я с каким-то эстетическим даже удовольствием, там, Вахарков, Фарама, там, другие, третьи, Ибряев, я их с удовольствием слушаю. Вот. Хотя я их критиковал более, чем кто-либо, по-моему. Муса, ты вот сказал как-то, Милуэру, Тунцой и Арцуй, видишь, что они оба одного поля ягоды. Я это давно уже говорил. Этот человек всех разрекламировал. Все дно, на дно, которое упавшее было в Европе, президиум, не президиум, премьер-министры, тузики, их всех Курочкинов прорекламировал Арцуев Аслан, прикинувшись каким-то юристом, с таким костным языком, отучившийся 5 лет в юридическом на юридическом факультете, с таким костным языком я не видел юристов. То есть, но когда этот человек навешивает на всех, которые здесь есть людей, клички свои, агент, чтобы агент, Ламборгини, шли в Германию, беженец. إذن با بعض شو هذا ده بعض جوريست absolut أنا أصلا جوريست أنا أصلا مراد مساعدة что أنا ли что что أنا совершенно большая разница. Да это вы костный язык его послушайте, какой юрист может быть. Отучился еще, говорит, адвокатом работал в России. У него вообще не поставлена речь.
Ладно, акцент я допускаю, но речи вообще нету. Алгазар, попрошу критику делать в рамках такого приличия. Ребята, я немного защищу Аслана Масха, этого Арцура, можно? Его защиту. Да, как юрист. В феодальном строе ишмаяцкой адвокатской деятельности. Вы не придирайтесь к его красноречию, потому что человек может гениально писать, а плохо говорить. Вот Максим Горький, вот гениальный писатель, у него есть гениальные там вещи там, и так далее. Но на публику он был косноязычен, вообще не умел говорить. Чаще всего он выходил там, говорил несколько фраз, у него накатывались слезы на глаза, и он говорил: я об этом напишу, или он уходил. А писатель был гениальный. Поэтому критиковать Аслана за его косноязычие не надо. Вот. Его надо критиковать по делу. Все, я закончил. По делу, да, Асхаби, он зашел в эту среду чеченскую, всю агентуру. Да. Какое еще дело? Это дело, да, правда. Да, то несмотря то сам чудом, да, сразу ФСБшник, я лабер, я игилевц, да, чер, вожво, эмирачик, бож, да, хотя мнение хочу, хотя критик хочу, да, сразу ФСБшник, то несмотря. Арцуев всем и навешивал. Арцуев, я за ним с первого дня, как он начал со всякими алкашами там беседовать в чатах, я за ним наблюдал. И как он Тумсо раскрутил, и Эмина с Айтамилу, потом этого раскрутил, потом Курочкина раскрутил. Сейчас он и Дигова раскручивать начал. У него как будто задача все дно, все, что легло на дно здесь, для какой-то определенной цели, он раскручивает это все. Потом выявляется Курочкины враги, эти враги, все они работают на то, чтобы чеченцев выставить какими-то ваххабистами, исламистами. Всех, кого он поднял, там был бешбух, нохчи дагает, нохчи сиды, шлюшбухиш. Скажите. Можно я о Курочкине? Можно я о Курочкине скажу? Да. Ага, Кенти. Курочкины, кто бы их ни раскручивал, я этот процесс не наблюдал, конечно, но я не думаю, что Курочкины такого уровня супруги, что их надо было бы раскручивать Аслану, косноязычному Аслану, который здесь никого на Западе не знает там и так далее. Вот Курочкины, они служат пока что верой и правой Закаеву. Вот, это, конечно, факт. Но они не знают нашу чеченскую кухню. Не знают, что что среди нас много завистников, что мы крайне необъективны, многие. Не все, конечно, но многие, абсолютно многие. Вот. Они по их конкретной деятельности, они служат идее свободы. В данном случае свободы чеченского народа. Они перед лицом там мирового общественного мнения, мировому общественному мнению, точнее говоря, они очень эффективно доносят чеченские боли, чеченские страдания, чеченскую историю. Вот. Ну, так, видимо, случилось, что они наткнулись на Закаева. Вот, и поддались чарам красноречивого, краснобая Закаева там, и, думая, что он служит интересам чеченского народа, пашут на него. Завтра, я уверен, если там они разглядят там хорошенько, да, им это будет трудно разглядеть, потому что они не чеченцы. Но если они разглядят, кто есть кто, я просто убежден, что они примкнут к Войнавской, у меня все это в памяти, Чеченской демократической партии примкнут, например. Вот, то есть они, кому бы они сейчас не служили де-факто, вот, в далекой перспективе они служат чеченскому народу, и они эффективнее, чем все мы взятые вместе,
разрывают этот колпак, идеологический колпак, которым накрыт чеченский народ. Вот. Муса, альтернативное мнение. Чуть-чуть альтернативное мнение. У тебя... Хаджим, альтернативное мнение. И мы тоже так думали. Даже там с ними общались. Какие-то там... Они сюда, например, в Австрию приезжали пару раз. Так, еще собирались в дальнейшем там, интервью, какие-то программы с ними проводить. Но почему-то именно вот они заняли позицию вот этого русского международного исламского терроризма. И не то, что эту позицию заняли, а начали вот явно врать, там на Хусейна наговаривать, его пытаться преподнести каким-то русский жаргон, видите, стукачи, мукачи и умный шлюч. Хотя на Хусейна наоборот другой настучал там, заявил им, что они там в группе общались где-то. Так, ищется явно, короче, шариат, никто будадинок хотят негативно преподнести здесь шариат, что за эти вещи люди, которые позиционируют себя даже за 100-ю часть того им якобы вот эти ходорковские они не сделали, они и то из-за этого порвали с ними, то есть за того эти люди честные якобы. А тут им целый ИГИЛ, ты им объясняешь все вот это, они не то, что хотят там от этого как-то абстрагироваться, чтобы или как-то посчитать это уже опасным, небезопасным, там, и вообще отойти куда-то в сторону или как-то настороженно хотя бы относиться к этому. Они более того начали пропагандировать вот этот русский международный исламский терроризм, приписывая его Ичкерии. Вот как это Путин делал в 2002 году в Брюсселе, в Бельгии. Да, поэтому вот эти все вот это вот их выпады, выходки, они никакого, ничего о них думать другого нам не дают, кроме как провокаторов. Мы по-другому этих людей не воспринимаем. Ну, я имею в виду, там мы, там наши соратники здесь, которые в группе тоже в чате сейчас многие. И что просто альтернативно. Я вот именно этой стороны не знал, что они одабривают шариат. Я что-то, я правда так особо не смотрю никого, ничего. У меня времени нет. Но то, что я смотрел и слышал от них, вот, меня... Они шариат не себе хотят в России, в Русской Республике новой, своей будущей. Они чеченцам хотят, понимаете? Я понимаю, я вот даже этого не слышал. Но если они это говорят, то они недалекие журналисты, как минимум. И пашут против чеченского народа тогда, если это так. Вот, шариат хуатуарч, мабу исламский государство яларч, мабуш ihum dünyanı qabul dirdol şummadats ihum oliyeliç to tsağas qışqılar haldolur madats ya şey qameldiç iqamel meldinak şey sayçtir блокировать бинапцар. Ну все, тогда. Да помимо этого, еще их же вот недавно агентура вскрыли, что они вместе, у них имеются свои тролли, фабрика тролля. У Ходорковского, Курочкина, именно теперь Яхан. Ходорковский, Милуэр, Фейгин, вот эта вся русня, которая находится здесь, под разным предлогом к чеченцам заходит, и которую Арцуев затянул в чеченскую среду. Он их сюда втянул. И с Закаевым он их познакомил. И их вскрыли, что у них общая контора троллей имеется. У Ходорковского и вот это Курочкина, цвет того, что он здесь, и кому-то интересно. Эта вся гобня уже давно раскрыта. И если бы не так, они бы нам не навешивали бы, что мы должны жить при шариате. Чем плох шариат плох? Это твари Курочкина. Так?
Да, давал. Тут я тогда извиняюсь, я тогда дико ошибаюсь, господа чеченцы. Я тогда пас. Я, конечно, напишу, у меня с ними я в хороших отношениях, они у меня интервью брали, правда, там по одному поводу поспорил, интервью раз в сети, а так я с ними в хороших отношениях, я конкретно спрошу у нее, в чем дело. Если все это так, как вы говорите, то они враги, объективно враги чеченского народа. Тига, если Такой это факт так, есть. вах, После шума всего... мадат, цер закай, низам, цадуй шуа, цу низам те адегон, цадеша, и Ну, низам Шунаха, но они русские, они же и низам поддерживают дешмадующие. Я просто... Они тонкости могут не знать, я думал. Миша, именно по тонкостям. Дело в том, что с ними вступили вот в этот, после того, как они нас прослушали, все наши вот эти вот осуждения этого низама и того, что делает, значит, вот это якобы правительство, и они способствуют этому. Мы хотели пробудить в них демократические ихние, как ты говоришь, и как мы думали, что они в заблуждении в каком-то там и так далее, тумане, не могут определиться. Они сделали передачу, в которой наговаривали, сознательно лгали о Хусейне, подготовили, там, подогнали. Хусейн не потому, что он там член и руководитель, руководитель, или как это называется, председатель нашей партии, да, а потому что он порядочный человек, я говорю. Я знаю его как порядочного человека. И вот этого человека, значит, замазывали грязью. Сознательно. Они знакомы с этим Хусейном. И осуждали нашу партию в том, что мы наговариваем якобы на прекрасный шариат. Они вроде бы знают, что положительное только в этом. А вот мы типа красим это в черный цвет несправедливо. И еще сняли несколько видео в защиту шариата, как оправдание против вот этих утверждений, упреков, что они поддерживают шариат. Они сняли против него несколько видео в защиту шариата, так сказать. Есть у него на канале не до сих пор. Они целенаправленно работают для того, чтобы оболванить именно нашу аудиторию, чеченскую. Не какую-нибудь там русскоязычную в общем, а именно в направлении чеченцев идет работа. Да, значит, и это тоже не Рио-де-Жанейро. Чеченцы всегда России нужны для одного, чтобы на нашей крови восстанавливать свою страну любым способом. Они всегда восстанавливают свое, так называемое, величие или экономику, дружбу налаживают убийством чеченцев со всеми. Это Чечню они так просто не отпустят, чеченцев, потому что мы дураки. Очень большие дураки, клюем на всякую хаздош, мел элчон, подивзен дупу уже. Щедош, раскачу элари, ой, как хорошо вы сказали, ой, какие вы милые. И началось, давай лизать этих тварей. Все забывается, царь Мелвинсага, освинок, хол, зна элч. И начинают лизать этих тварей. Пора нам с взрослыми стать, уже знать, кто враг, кто не враг. В конце концов. Да. Правильно.
Elam, bakkaç demiş yuka şey офицерство, так, киеч темо болш, темо киечем нахчича беш исторически хабахкен бу алхицун минах. Да, да, да. Вой болш хаусош киеч бешсан погонш мидаш слуш кидеш, вой все равно мел дичи, вой мелчо герош тубахчи украинцам опасны нах от России вой дац. Так, более безопасный дождь, но тем не менее и патриотизм, киек, так, объединяющий фактор, так, и офицерство, гнадинок, и тем ло киометик. Просто дар не ухватится. Это и шейда, деш кида, дальше кида, и хочешь. Исторически, хабахкин буш, кида, и да хаусу дождь, и царь дейт хавюк, шо Европе обнел был нахчи, бухватится, и тех возугов, и терачится. Да, мабаклико. И к тому же в последнее время чеченцы играют еще роль, которую всегда играли и по инерции продолжают играть евреи. Когда русские руководящие там эти негодяи там проваливались в чем-то там, в экономике там, или войну развязывали не по делу там, или еще что-то, они всегда кивали на евреев. Евреи виноваты, жиды виноваты. Вот. Чисто русский князь, вернее, не по происхождению, а патриот русский, Николай II развязал войну, вот Первую мировую, например. Вот. Хотя его предупреждали, это не наша война, не вмешивайся. Бог ща, он развязал, потерпел поражение, и в результате обвинил евреев. И с 17 года начались еврейские погромы. Вот эту роль сейчас играют, эту еврейскую роль громоотвода играют теперь чеченцы. Вот. Би Бустуш был, Ашарсон, сейчас они Кадырова там накормили, напоили, нашептали ему, чтобы он понаделал все, что он понаделал уже. Вот. Юрта, теган хак, Муса, юрта, инвош теган хак, цинт, яцамет, хулк нахан юкяк, гор, кячеш, салс, кячеш, кячеш, вот и кячеш, имет кюк нахчичуэл. Да. Точно. Роль евреев мы сейчас играем конкретно. Но они на этот раз, у них больше аргументов будет. Сразу два аргумента. Раньше у них одни евреи были, а теперь эти шариатские мракобесы чеченцы и мировой сионизм еврейский. Сразу два аргумента оправдательных будет у русских этих сволочей. Они же давно скрежещут зубами. Идеология. Первая чеченская война – это патриотический тренинг русской армии, бог, что и высокопарными словами, ну и подзвучивать даже первое кровопролитие, второе кровопролитие. Вот. А теперь уже и обстоятельства созрели. Вот. Путина надо будет каким-то образом сохранить, потому что Путин нужен и Западу, вот, не менее, чем там остальным. Да? Вот. А как его сохранить? Вот Путин скажет, мы покончим, я ошибался, извините, подвиньтесь, вот, накажем Кадырова, он там натворил, там 5-10, мы накажем чеченский народ варварский, устроит Бучу, половину населения опять уничтожит заодно, и Путин еще на какие-то годы останется на троне. Вот, психолог очень мудро говорит всегда. Это если они выигрывают войну в Украине, я правильно понимаю? Да тут гадать, они могут и не, эту войну и выиграть могут. Это сучья свистопляска вокруг поставки вооружений Украине уже наводит на мысль, хотя кто-то из вас говорил, что не надо там впадать в теорию заговоров, но тут никакой теории нет. Вообще, ребята, так я отступлю немного от канвы наших размышлений, никаких теорий заговоров нет в природе, нету.
тот факт очевидный, сермяжный факт, что миром правит тот, кто владеет деньгами, средствами массовой информации, этим, это очевидный факт. Они диктуют, если бы им было если бы они захотели, чтобы Украина выиграла, чтобы добро победило зло, фактически, они бы поставили в эти свои ржавые железки F-16, которые давно списаны. Более 2000 хранятся где-то там, какой-то там, на каких-то запасных аэродромах. Они уже списаны. Вот их хотя бы отдали бы там 500, 600, 1000 штук, и кинули бы. Они же и этого не делают специально, чтобы кровь проливалась, украинская, русская там. Заодно и чеченцев там истребляют сейчас. КАМАЗами отправляют. Вот. И попутно сразу эти КАМАЗы, у меня прям как ножом по сердцу. И берешь, били, КАМАЗ там едут на смерть. Ну так можно, слушай. Ну пусть бы они их убили там, замучили бы в кадыровских тюрьмах, чем ехать на позорную смерть туда, до кондации. Вирсан оёк шуксы эти 3-4 года. Могу, не езжайте, чеченцы, в Украину. Мы же украинцев любим, мы украинцы хороший народ, братский народ. Всегда был братским народом нам, чеченцам. Тарас Шевченко, их Кобзарь, как высоко отзывался о чеченцах. Мы находили приют. Я вот обыкновенным смертным ездил во Львов, как меня встречали. Никаких заслуг у меня не было. Да и сейчас нет, кроме преступлений. Вот обыкновенный смертный. Как они меня угощали, заплатили за гостиницу, только из-за того, что я чеченец. И вчера только убивали твоих детей, твоих родственников, твоих родителей. А сегодня ты идешь защищать твоих убийц к великолепному, свободолюбивому, близкому нам по духу украинского народа. До кондации, слушай, до этого много ума и не надо для этого. Пусть бы ты в тюрьме отсидел бы там сколько там лет, или, в крайнем случае, пусть убьют тебя, но дома убьют. Добровольно, камашчу, духом, ладно, я не буду дальше. Как у рыбок. Рыбья памятил, хаздош и алчан, и побежали в КАМАЗе Украины. Хаздош, меча, где хаздош? Вы чеченцы воины, молодцы там, шандизшам. Воины, так воюй против русских тогда. Медали мы повесим. Воюй против русских, против твоих отца-убийц тогда воюй, если ты воин. Если джихад хочешь, вот, пожалуйста. Не тебе, я говорю о тех, кто им сегодня служит, говорю. И поехал служить. Битцебел. Шайву Ворда Хавин, Битцебел. Ишбар. Да. Пришли успел. Нахбахал, Бичпаш. Так, служивает против своего народа. Я об этом говорю. Да, правильно. Россия легче война на свободные страны, что распасть идутся алхетов. Все, она же будет распадать, даже если распадет на прокитайские, на протурецкие, на про разные страны. Это же вполне возможно, что этого не допустят. Так обязательно Украина, Россия Туоль ешат и халует ахвата Украина, Россия ешна. Тига бехке была скда бахцерметен бехке боцушитайна ал сабахан Европу западу динчулта үз от положения да учлук вайкам. Совершенно верно. Это версия алмегардареши не гадак Юг ятвай до юг бога Турция лахар юг эскороче. Центрамуалта арабский юг эрдуис короче. انت تعتبر ذات تختاري الغاش فيستيوال شاش خلوان شاش تام ارزكي اميراج تقبول تعتبر زوان فيديو الواش زكونش نستاش اشتا تيحيا شيخ خليت هاش شيء
дахар то дагаш табобеш бокош халава более такой цивилизованный вид балогаш. А вот юхайо Турция наоборот часть более про исламское, про радикальное и что более лакас короче. Вроде бы хит белакош местами короче. Может и аж бьются, что они вот решили уже Россию списали, она вот проиграла, и Турция, короче, будет доминировать на Северном Кавказе, а она, и они вот этот аж что законодательство эти, они более подходят Турции, а они лишь дасте, раз версию, что бэкма белыш. Дела тугас кышын бұл сән айрғуля, дон турк кышын келді оқшылым. Не издат хоны соғышы. Там вся проблема в том, что Эрдоган был бюхом этих хаен, он ради своей власти обратно ввел вот этих мракобесов, поднял наверх. Раньше она была светским государством. И нормально развиваться дешь, этот ради того, чтобы как Путин Хазвелцин, он как Путин начал себя халифом изображать, и сериал и чтобы власть не отпустить, суд Хансагу лилош душуны дарига. А у него популярность Кузлачуркан Творцигохан, Юхвен, Цубагар, там у него адвокаты знакомые. Он говорит, вся деревня за Эрдогана, все необразованные люди, там Турция был, интеллигенты против него, а необразованная часть, вся за Эрдогана. Этим он пользуется, исламист ватшунес. Он все делает ради власти. Это такой же лицемер, как и Путин, Кыбаш. Я и информацию оттуда получил недавно. It's Jimalo Eiler Kaista. Mel опасений, що Америка там Росію выиграть до Мексики, да еще يكون شلش там дука набу, но тем не менее Украина что маршу ларьяла, что духали люди, так Россия боится коучалных так. И Америка с Украиной поддержки еще, но, конечно, естественно, что интерес моей Америки. Поэтому для него самый мощный почалки Америки в данный момент, потом Россия, потом Китай и так далее, дающие. Но еще постоянно уши враждовать, да, шукаши почалки. Це напрямую, це до ЦР, потому что ядерный держав шел дел. Иш це қиеч почалка, це хумма хилляха. Вот почалка, шей воуши, шей интерес, проталкивать, эти шей воуши, ниц гойт, кцушимо, да именно хулюшдук цери. А таган дега глобально хилак церин, цана ауар, цагалч ауар, уяштин букушинс. Поэтому большинство государств и народ мира смотрят на Америку и надеются на Америку, Украине, а долхала России, долхала на. И ссылаясь на это, я на 99,9% уверен, что Америку задний и рятел. Потому что если Америка юга ел, Украина, там где Россия тулити, все Америку больше никто не будет считать за великий державу. Массер, короче, зачмарить тирюкой, да, если юга ела. И они это тоже сами знают, американцы. Потому что все, кроме арабского мира, все смотрят на Америку, насколько Украина поддержки от России. И что если и Россия кто-то готова, это означает, что почти больше половины мира разочаруется в Америке и там, короче, серьезно воспринимает ирятское. А это им невыгодно.
Мурат, Америка не сдаст Остина с селом, Дин Камел Цезарон, сенатор, обращаясь. Я ваших детей скоро заберу в этот. Будут ваши дети, будут и внуки воевать, если вы не хотите давать оружие с России. И я их туда заберу. Я жестко наезд маирство. Это просто игры, что вначале Тесла, по-моему, сказал. Чисто вот вы это пока не сделаете, мы это тоже не сделаем. А лучше миграция сати бахцу и ускорьте вот эти депортации кехтгот шполнах. Цун шай политики царь внутренний злилошек. А так не бросят не только Америка. Европа западная не бросит дальше. Ху что шай где доцилцу раскшен даулят, если Украина падет. Это невозможно вообще. Сунден никто не сдаст. Еще плюс царь Европа, западно, док плюс маду, если украинцы воюют, лучше им помогать им, чем им потом и том шейн хабиен. Док заехали, что лучше обеспечивать оружием, деньгами, все, что нужно украинцев, лишь бы они воевали и выгодно. Маду асли, да, например, сайн и проблем, сайн хацая, это сайн халаев чуш и проблем. Шие са цур ашин юшук дайрик что сайник шиеник проблем, цур решить яшила ас и даил решить эту, чтобы потом в 10-кратном размере сайн зьецада. Есть, Мурат, смотри, Америке 24-25 триллионов долларов ВВП. И у Европы практически так же. Для них они не чувствуют его. Это вообще не отражается на их бюджетах. Просто помимо всего, что они так не могут открыто сказать, воруют алды. Потому что стратегически во время военных действий Алла и Шмэс лич до Ахчер, лич до гуманитарные, лич до. За кулисами они говорят все, что и Ермак, Талах Бог, духует сердцем, дыц. Тот не убирает по какой-то причине. И так я вот информацию читал, что ему условия уже ставят открыто. И напос Талах Ханюхер. Тогда мы откроем. Иша игр, душон. А так для них эти деньги ничего не значат. И коррупция лохе, Ермак, вот эту агентуру убери, Бог, что уже открыто начали говорить. Так что, моду, вот ты даешь деньги, у тебя много денег, ты кому-то даешь, это олох ди, Бог. А ты знаешь, он подворовывает, и ты, естественно, будешь ему говорить, чтобы от него не отвернулись его сунцболбеш полнах. А Элла ты ему говоришь, или соцди, или остаться, что он аршпил. Через положение в шутик. Украину никто не бросит, это слишком лакомый кусок ед. Иначе Астрахан в Польшу войдут. Кенти. İşte hatır derse sen hitek alalar sonrasında şuna diki hudari hu uli hudar şuniz şen huça o aşerç hint ve dokdeş duş şu kanna kırı diysin ve baha ve işironu istahna dat butur aklikat doveç o aklikat dove humantaha إتاه إثناء إتغاز كسيستم يدقوا السيستم وشوك يوروبا دوشة إتصاه دادق تدوش تيوكي إيزوش سن تغيشن وإتاه شيخ تلدغيرش ويداتيز وشاير نمانييز وعلبوي تشاتشو عايشي ويبوصل بهم دوشي وجدك دوشي غاسقي هم دوشي короче, вообще такое, уэль кваллок, это сумата, да, делавали, да, ища, все равно инс вой, танара, девла, ища, веш конституции, хелиз, веш ума, хелиз, веш адач, хелиз, буш, дуч, дуе, идица, дуч, уэни буша, ду, и вое, шенюки изваш, ю, шенюки изваш, вое, кидадах цедич, киразвиваться, цедойч. Инсо Европе, дуе.
Европа مسيتوس ديس نخير دو إذا داس ديس الله خيسونس Европа дош веш молодежи ошки штац юшун развитый бош штац шей хуй художник шбалах яки бизнес унядинаг ялах шей форум шияш юшун молодежи ариал дихасиха мусана хурду исцахуш хердацис и вой хок Европе юк яхеш дац вой веш форум юк дах и долги юк дах хоки долга дайвич унядинаг хилш циги юк дах за демократический за унядинаг юк за собраться деш эти юк дах да хукка веш хум продвинут дич худертиевой оцен им внимание отдает и на даст мелла да вой дици баха вешна хаха эти ну факт تخنا هقع بيه وين يحكم خير بوشة بس هقان يقع продвинуть ده وين خلق ده تر أتخر ده وين ده إقتصاديش كستراني كيش أو ده هم تحكيش بيش بولي بيزنس يش بيش كبيش أردوشي وين سبونسرش بيزح تعفون حيالي يزح هرد ديزح يوروبا مدوي بيش أدوكات لا تيشوش ده أرى دولة إشتغل خا إيشوش دكوتان موجشوني هم دات إشتغل دخل ديزي تيوي современный ملا и это руснес وين سيرونو قيوح كان بيربوتي وشوقة إذا продвинуться дичь إشتغل молодежь продвигать тешь датсан и масана ишюка богоич молодежь вой дик развитый наха буишь شون موخيت إشت ديك خردريتي نيس خردريتي بركالشون شو زودري بو يجري إيش بيستخديتي وي А у нас что, запрет какой-то был? Еще пара твоя учеба, богу елочку включалась. цундел варас Ватсон Зазуля тей масха шаля бистрел. Массель Бюстик, Юэль, я бы сказала пару слов о нашей теме сегодняшней. Мне бы хотелось от вас услышать о том времени, в предвоенном времени, когда мы жили, это был период позднего социализма уже, ну, можно сказать, уже при Горбачеве это была уже демократия. И ханчо, хасхатер, и люди тогда были другие, и мне бы хотелось, чтобы вы немножко вспомнили бы и рассказали бы о том периоде шунмухитер, как вы себе представляли людей, почему мы были тогда другими. Я, например, от себя могу сказать, что просто, чтобы это было очень просто и доходчиво, какие мы были в то время, могу привести просто пример. Любой ара и хазельч меньше да выход и хейню милю хажет ялу мигрил шуларк отца порядочно дерзут беш любой гали уqawойзан волк анфуй хейну милю хашчани чин вых мигрил шуларк абсолютно совершенно одинаково люди были порядочными в то время. И Гундар, и Мичердейл, и как это случилось, что это все разрушилось. Интересно, даже ваше временное, ваше мнение об этом. Мы в то время были одним целым. Любой саги, если у тебя проблема, любой сага, любой сагой, я не думаю, даже если у кого-то, если был случай, что кто-то сказал, нет, я не помогу, любой чуар воли, халха воли, хавел астагойтон, хавел сдон, аже иш дела, хардила ули, любой чу, годурк. Мы были очень странно, сейчас хинс юхаш сухени, мачу тамшид,
внимательные дорвой друг другу, мачо сплоченного дорвой, мачо вот это вот хинсванчо и еще и гражданское общество тогда у нас сложилось, оно у нас было, поэтому он весь народ весь вышел, женщины, мужчины, дети, подростки, массар шейкдалугдорк аравят, потому что тогда у нас это было чувство солидарности, чувство общей родины, общего осознания. И вот это вот я сижу, жду, что вы об этом начнете говорить, мне этого не хватает. Мне коллективная ответственность. Да, не вот именно и чего хасханершу в нашей жизни. Абсолютно. И об этом надо говорить и рассказывать, какими мы были. Сухена. Алла? شو просто دقق خلوشون جيمون دا جو سو سجلت شو جيمون. Неправда это. Я могу примерно аналогии Рюкас, например. Джуктибац, их в Европе постоянно, ну скажем так, преследовали. За любой цахом пальче Джуктипогром. За любой цахом пальче Джуктипогром. Так, естественно, они выработали землячество такое, трайбализм такой, щечен, те лучше. ومتشع صنع سوى كنسا يوروب جوكتي حوايش في كيخ هتسان هو صعوني عدن مويشي صعوني عدن هو وين يقولي он его пристраивает, защищает. Вот ищца необходимый элемент выживания, survival instinct и нацан. Вот из-за этих погромов, из-за этих, иначе они просто не выжили. То же самое случилось и с нами на 30-х, 20-х годах. Молниш постреляли, мы остались без ихнего гайденса, без ихнего, скажем так, нужном направлении, и толкать, имам Шамильзам, Дюнда, Хабух, их тут постреляли, и нас резко кинули в казахстанскую степь, где половина погибла. Религия тут же это, у религии есть момент, она поддерживает до определенного момента страдания, точка, где ломается уже. Вот эта сломалась в Казахстане, мы как бы ее перестали. Не спасла нас, то есть Аллах нас не спас от этого. Сундела, она отодвинулась на задний план, и у нас включился вот этот джуктянский трайбализм, чечен годеш, потому что нам нужно было в Казахстане выжить. И вот его мы назад привезли из Казахстана. Неважно, милу, нохчеву, Казахстане, Ахмадариш, неважно, кто, нохчевуй, так, помогает, там, немцы убываются, араски, бюхамши, это противники, короче. И санна, вот это все, вот наши из Казахстана принесли, вот поддержку друг друга. И она оказалась какое-то время, ну, скажем так, до начала 90-х годов, вот эта система Ватсона, она работала. То есть, но естественно, Советский Союз, юахчо, слово религия означает разделить. Вот буквально переводится как разделение. То есть бьёш, делить. Естественно, появление вот этого не могло нас не разделить, а самые мерзкие деления именно с религией съещушу. Вот это, как этих гугенотов убивали эти католики, или кто там у них был, протестант, не знаю. Да, католики были французские. Да, католики, по-моему, гугенотов. Крестишли, тенцер. Гугеноты это и есть протестанты, а вот католическая церковь победила. Ну, в общем, вот такая ситуация. Короли относились к вырезали огромное количество людей, вроде бы тоже мы должны были поддерживать, но взяли, вырезали. И санна, вот мы натолкнулись вот на эту вещь, на религион, на разделение. И мы это испытание не прошли, мы не выдержали. Дальше у нас было в голову вложено, наряду вот с этими вещами, Ватсон с Яйциным, которые мы автоматом из ссылки из Казахстана принесли,
Но у нас еще вложено было некое благоговейное отношение к этим вещам. И плюс еще пропаганда. Нельзя ее сбрасывать со счетов. Шуншайн нагдоша. Ну, как у нас вот уже в 93-м, уже в 94-м вот усиленно шла эта пропаганда. И мы кино, особенно вот этот фильм. Я уже много раз это говорил. Повторю еще раз. И Асади, да, вы, Хариз Асад, Цуяк, там кино Санна Войнин, вред, мало что можно сравнить с этим. Просто мало что. Против Израиля як там не цуи, типа, джукче арабш объединиться вокруг ислама и дальше. Вся пропаганда сирийская при Хафизе, она была направлена против Израиля. Что бы они там не делали, как это дальше голландский высотыш, да, или что с том проиграть, табина. У них это была болячка. Вот и кино, и вот он муслим, он бошта. Верцун цейти лаксун, сам не один пророк, это ераксун, миссия пророка Ирия. Вот кино, и ам просто хайрдях нашон. Это кино, как по меткому выражению Лейля, важнейшее из искусств. Тут, ну, естественно, хадисы из издательства Бадр и куча людей, которые пошли якобы учиться вот эти самые Аль-Ахзры, Саудию, плюс еще Ресюли Молнищи, лучше говорящие, они свою работу возобновили с утроенной энергией. Вот это уже эти супервайзинг яц. Ну, Лубянка есть, но она там уже не катит, в Чечне ее уже нету. Она за пределами. Так, царь уже шей на свою корость уже ногчики губил. И произошло, что неизбежно должно было быть. Он дальше. Ислам был как бы приватизирован в вердийский сект Шсан. То есть ислам представляет. Естественно, он чудовищно просто отличался от этого саудитского Ахлю Сунна. И это новая волна молодежи, которая набралась вот этого нового ислама через издательство Бадр, через арабских проповедников, через этих братьев мусульман, там кого только не было, всех шарлатанов, всех мастей. Они уже обязаны на почве религии, уж осталтами хилие шарцар. Они сказали, что не из гусулбат ешь, да, что ширк ешь. Ну, а эти возмутились, а вы сопляки, а что вы шугуют, что мы тут, короче, давно уже там. У нас и святые есть, и такие есть Бог. В общем, это вот это столкновение происходило на почве разрушенной республики. То есть мы могли бы ее, видимо, пережить. Но было последствия войны было. То есть разгул бандитизма, неоткуда взять, найти работу. Нет. Вообще, у меня бюджет, я Масадов обманулся. Ему пообещали 160 миллиардов. Если ты не будешь там международными этими работать, а только с Русней. Он пообещал, ему денег не дали, кинули. Под конец ему что-то там 1/6 подвезли, но уже было поздно. Уже были, скажем так, все предпосылки к этому были сделаны. Уже в 2000 году все еще вот этих Ахлю-Сунна, их все еще было мало. Их было, скажем так, я предполагаю, их было меньше 1%. Ну, 1% или меньше. То есть эти возможности, точку невозврата мы еще не прошли. И после 2000-х, если у кого-то хватило, какой-то группы, которой хватило бы смелости, так, Харапал, больше нам движение, диктач, неистачно. Но такой группы не оказалось. Все наши в возрасте был типа политик шбуешь, они, боясь такфира, короче, полностью отдали поле вот этим исламским проповедникам. Также сюли говорящим, не чеченоговорящим, сюли всяким этим, арабским, они полностью отдали это поле, сказали, опустили голову и сказали, что ну да, бусул. И пошло-поехало, и нас 20 лет переводили на бусул. На этот ахлюсунновский, конечно, не на вердийский, который до этого был, а именно ахлюсунновский перевели, а у него такая фича есть.
Все думали, что это баг, а это была, оказывается, фича. Он человеконенавистнический. Демократию ненавидит, Запад ненавидит, потому что его придумали керстнахах, керстнах, обвинить в чем-то. Уж царь лакниш, царь жизни и пришел, тебе почалш уничтожить. И, в общем, для этого, для завоевания, для инвазии придуманы Линмаду. И мы раз оказались в Айхубалбу, мы в Европе, мы знаем, это след. Но мы внезапно оказались по эту сторону баррикад. И за все эти исламские грехи мы стали отвечать. И еще и нас заработали репутацию самых этих отвечающих, то есть радикальнейших. ИГИЛ подтянуть. И, не важно, что там и Гебня была за этим стояла, что нас это делали. Если мы на это все попались. Мы не делали разбор полетов. Мы не делали разбор полетов ни между войнами, мы не сделали разбор полетов в начале 2000-х, мы не сделали разбор полетов уже в 10-е, то есть 2010-е, уже в эти годы не сделали. Мы наконец-то, какая-то группа очнулась от летаргического сна и начала этот разбор полетов аж в 2022 году. Возьмем немножко раньше, там есть проснувшиеся декабристы, разбудили Герцена, Герцен там Чернышевского, боже, и сам такое есть там, короче. Это мы это отдельные личности оставим. Где речь о какой-то хотя бы небольшой группе хотя бы, или как влиятельной, или как сейчас, например. Ищет, короче, 30 лет почти что бездействия вышли нам боком, и я слах веледок. И Ватсон Смабагар, эта система, она в голове уже искореженная, ее нету уже. Вот этой Казахстане, поддержкой, как Жукти, ее нету, она у кого-то осталась, да, вот можно заметить, что она есть. Вот она есть у 100% у этого нашего Корсара она есть. Чувство, что вот только с того времени ночью можно просто к нему пойти и как бы в то время попасть. Точно так же Кинешебу, который ты пойдешь и попадаешь в то время там. Фарам, например, ты от время на время ночью. И что сохранились, но большая часть нашего народа ей поменяли приоритеты. То есть в голове у них там сидит вот это разделение, вот это религион, слово, вот оно сидит там. Вернемся мы или нет, я не знаю. То старик кадав эпсерш молниш омат эхожна от айдас бог пеш хадах кинуй. Так, в 30-е годы молниш отсеет бина просто нахан юеш полч уже дабах нахш юкар. Юкта боха ча уже эпсерш са юеш дела. Та нахчи воушия. Кинахчи ваата айна да подхалимнич да шиеца позиции халахяка тёхул волчен просто юеш волч. Шавол нахчи цатер озгаз штанис винак. Оуши моттуаха меткцебüç. Тахки нахч кацабахкен чултя дисна, юх оуши моттуаха хумда таха данасит да таха и осалмш лело. Сажимал и дадуал дел чултя оцна норм хилцахан маези хуллер чудина аслиш тахума дацал остакам дал вахинсан. Вот именно цун энерцию вот адухан чхена озгаз швен юкал имот печпол эпсиш молнш дабах вен иньол благоприятные условия вен веш ком юке веш уэлья. Цун цан по инерции до конца 80-х хадах наквет. Я алхиетхун и уздах сун сайта теста сайлик. Да, дексумировать дерезхил.
по поводу этого там 2-3... Ну, сам бы, конечно, бы больше и лучше рассказал об этом. Но я 2-3 слова скажу, просто вот со школьной скамьи, если взять, Хонохчи, Берша, Вижрисандер, вот Сижриш, вот то, что для того, чтобы поддержать вот то, что сказала наша уважаемая Ватсон. Я вот в этом направлении хотел. Со школьной школы прям вот натурально, вижу, абсолютно вот такое отношение у нас было. И даже Берш, вот Нохчи Берш относились как Хосан Нохчи Воны, Хосан Цанкертер Эрвел, Цаннех, Хосан и так далее. И мы относились, вот так вот относились, как по правде, Хосан Наргу и Хосан доверяли друг другу. И запросто, сталкиваясь друг с другом, помогали. Вообще абсолютно во всех отношениях. Ну, конечно, бывали какие-то промахи, где-то кто-то не все совершенные, но мы стремились к совершенству. Вот так вот было. А там результаты, какие-то оплошности кого-то, это детали уже. Тотально было так. Агентура поработала, агентура разделились. Религия, разъединяй. И в самом худшем виде нас разъединили. От которого вообще... Навчиться больше раз кричим прислуг хыли, ховех школ, хабахам соубол. А халха и возможность сахиловой. Халх шабол нахчи чуркна шхила, шабол нахчи вахтау айн хила, шабол нахчи ахнах буал Казахстане дабигин хила. Сундела цыга ишт формировать длиновое общество именно в этом виде. Цул халха хилят свой ишт. Олег бюснеш криек и цул халх яздин доломстует, цул халх хилят истории. Цыга мол ниш эпсеш отдельный народу, а нахчи просто нах отдельно камду из. وين يقع вообще قوالدала хенти нех возможностью тохолач волчен хаставел цун мотака шибахам собака хал саудака раз цигаяка якан бедер мошиума содани сичи уже так хуледа хуцунах уже нах норм хилацунах хетио халха и возможность цахила цундел вообще адам терлуш сахил садолш хила халха айдел вай юшса хила цанца цундели вай вообще нақосты хила айдел на вай мастхи хила хинти айдел шие бог бут эбеш хора шиен халқот швеник юқар ха үеч Ама вообще горизонтальные отношения, юхечун гел отношения, уж полностью даёвла. Я бы не сказал, мотах всегда находились люди. Психиатр, бехман была. Если, например, лей амал до боя ванюадек, и до боя вы разделите что? Лей амал люца бах, а син свой норм юхис. И просто любой комнат пилищал и просто камдуя, из-за харчо камду харледил камду алхум датсига. Просто кам писоксан хумю. Ацан экан чудухки экан форм ха уйцу. Ацан кудал чудухки кудал форм ха уйцу. Ровно вегайолшил условия цун форм ха яцакой. Любой ком иш кульшду. Ну типа советские идеологии, советские модели, не советские, а советские идеологии. Советские идеологии союза, советские айдловые создательные условия в Сибирях. Вот от условий сан до конца 80-х, до конца от советских нахвай хил цадолш, галахвай югалдах цадуч, так кавеш махка нормально белх мет киек, так от газки айдл цани юхут мет, хан юхавал нахчу датет нахул газки чунте, хайцагулк яцвахчу тига ичек дакна, юх хайнахчи чунте от газки хавалшсан, от газки чун гергартог хавалшсан, от газнахчи чунте хаболх ба хун иш цахилай тардуя, от газки чуа.
исан чуркю давал, вахта ошхилар. Хоца уйцонс, вообще нахчи уйцас. Бехт мобила дела. Что ледыгло есть. Вот от создательных условий, войн от совет айдло создательных, не идеология, а от создательных условий. Вот Тюнцан Хадахкин Хиларюк и 80 и вай Адам Хиларюя, вот войндак ухшел и хан. Вот Тюн последствия юк. Да, не забыл, что-то не сумел, 7 секунд могу добавить. От психолог Вериза, психолог, он очень глубинный анализ сделал. Просто я дополню. Вот, кроме того, что он сказал, велась форсированная пропаганда по разложению нашей нации, по недопущению формирования общенационального сознания. А это делалось по многим направлениям, особенно по созданию критерий в умах народа, критерий добра, зла, патриотизма и антипатриотизма там, ну и так далее. То есть вот эта героика советская, там, Великая Отечественная война, участие чеченской дикой дивизии против там германского Цаханя, Дминядинг, они сокрушили там эту дивизию Бош, Изи, Маулид Висаитов, первый там на соединение там с союзной армией пошел. Хампаша Нурудилов убил 920 фашистов из Вашбош. Вот это вот нам впаривали. По сути, ведь дело, так особо винить их нельзя, они просто жертвы своего времени. Эти члены, участники там дикой дивизии, там Бисаитов, Нурудилов, там все эти герои Отечественной войны, они фактически жертвы. Садау, например, тоже, мой отец тоже жертва. Участвовал в финской войне, там, в Отечественной войне, к моему сожалению. То есть у нас не сложилось единое национальное самосознание в оценке, кто герой, кто антигерой. Вот я, например, вот в своем современном сознании, отчетливо сознавая, что Гитлер – это вселенский людоед, вот, что там он несет зло миру. Если бы я оказался в моем нынешнем даже сознании, вот в этом 41 году, я бы, естественно, или уклонился бы, там ушел бы в горы обречься, вот, или в крайнем случае воевал бы против против Красной армии. Впрочем, чем занимались мои предки там, Борзоевского восстания 43 года, Вина, Айсигорблош, Санин Мяч, он погиб, сбив 2 кукурузника над Борзоем. Борзой 2 суток сопротивление оказывал Красной армии. Подводчики, нескончаемым потоком в Грозный отправляли из Борзоя. Вот, Самелю Айдлу Винок, например. Гаска Айдлу, советский Айдлу. Поэтому я, например, не считаю там Тапа Чермоев, Саханев, Хампаша Нурудилова, у меня это не вызывает активной ненависти, потому что они незаведомые злодеи, они вынуждены там по отсутствию сознания, там, я не знаю. Ну, Тапа Чермоев, ясно, он там деньги, там, власть и так далее. Но остальные там, они жертвы, как и мой отец. Жертва этой системы был. Но вообще, если бы у нас хотя бы на сегодняшний день, когда все знают все, мы должны были бы знать, что все, что было против Красной армии, против Советского Союза, против царской армии, против царизма, это является геройством, а не то, что там
орденоносец при царе, орденоносец, медалиносец при советах, там, ну, о нынешних там я вообще не говорю, там, российских героях. То есть размыли зачатки нашего общенационального сознания. А пока мы не станем народом с общенациональным сознанием, мы не станем нацией, к сожалению, это тоже надо между нами, чеченцами говоря, знать. Вот, на будущие времена я все закончу. Я бы хотел одну реплику. Там, наверное, ты оговорился, Муса, когда сказал Топа Чермоев. Ты имел в виду Орцу Чермоева, я так думаю. Потому что Топа-то воспитывался там, чуть ли не в царской семье, но он и офицерское звание получил, но он не воевал. А вот именно его отец, этот генерал Орца был, который... Ну, да, ты его, Орцем, это явно злодей, людоед. Ну, Топа Чермоев тоже не герой для меня. Он был руководителем, одним из нефтеграбителей, там, англичане дали ему нефть, эти промыслы. Он их сдал в концессию, шиковал там все, фаэтон, шрахкши, зударчи, ахкоши, коллекционировал лошадей серебряные, там, золотые, сбруи, там, вожи. Для меня он не герой. Просто Нет, не я герой. имел в виду, что его героем же не считают, по большому счету. Там он не воевал нигде, а вот тот воевал против нашего народа. Я думал, что ты оговорился, поэтому... Нет, ты я не оговорился, я не оговорился. Я никого из них не считаю героем. Я героем считаю Гезмам, хоть он аварис, например, Гази Магомед. Я героем считаю там, Бейбулата Таймиева вообще одним из самых славных героев. Самых умных, самых изворотливых. Вот, там Хасана Исраилова считаю героем, горжусь им. Вот, шейха Хамада из Эльстанджи считаю. Своих дядей, которые погибли в борьбе против Красной Армии, считаю. Вот, у меня они герои. И пока мы не придем вот к такому общему знаменателю, мы не станем нацией. Нас легко вот в определенный момент, надавив на эту нашу слабость. Муса, Боусхар Уйха герой, Боусхар Шейх Мансур, Да, Абр конечно. Керим Хан. Ну, от Шейх Мансур, вообще он не был религиозным деятелем. Вы почитайте его биографию хорошенько. У него был при нем мулла. В то время все были верующие. Если бы он был молодой, несмотря на то, что он был молодой, он был очень умный, стратег по тем временам. Да? Поэтому он явно, там, где надо было народ уговорить, там, склонить к чему-то, он давал слово этому мулле, и тот начинал там цитаты там, из аятов, из сун, там, хадисов там, и так далее. Вот, иной идеологии не могло быть, кроме ислама. Просто не могло быть. Поэтому только из-за того, что он там придерживался исламу, его нельзя вычеркивать. Он величайший герой, объединитель Кавказа. Первый, по-настоящему первый объединитель Кавказа. Он. Вот. Имам Шамиль я уже не считаю героем. Я до сих пор его считал, до некоторых пор, а потом, когда я познакомился с более такими документами, вот, ну, я перестал его считать героем, естественно. Вот такие дела. Так, Старая Гвардия, подождите, пожалуйста. Вы мнением Харвейд от Скулбохчун версии Езерсун. Как он думает, почему мы немножко ушли от Нохчела, и есть ли у нас возможность вернуться к тому состоянию? Наших бахчача гладу. Значит, Игорь Вокриксову, хотя Джиммелах, я не слегка за 20 всего-навсего. Так что не рядите меня в старика. Сон чехахку ялу и ишу. Вот, значит, у нас есть возможность стать
нации, я в этом ничуть не сомневаюсь. Просто для этого, к сожалению, нужно время, вот, в течение которого будут и ошибки, и отклонения. А наш информационный век, мы все более и более познаем новые там сведения, которые были от нас сокрыты. Вот, поэтому мы неизбежно, если живые останемся, конечно, вот, мы будем одной нации, да, а я в этом ничуть не сомневаюсь. Потому что я, например, я человек всегда пытаюсь быть объективным, как могу. Это у меня вообще с детства было. И отец мне вколачивал. Отец мне всегда говорил, там, вот, русский, еврей, там, кто бы он ни был, если он хороший человек, это наш друг, брат, сват. Вот, кстати говоря, защищая одноногого врача, Розман был, врач Вертига, Алга. Его когда грабили, отец мой с этими грабителями русскими, то и по ножовщине отступил, имел много ранений, из-за этих ранений потом он и умер. То есть я воспитывался в интернациональном духе всегда. Но тем не менее, волей или неволей, я вот живу много-много лет, страшно даже сказать вслух, сколько лет. Вот за это время я среди русских, евреев, там, армян, там, теперь уже среди европейцев, среди многих народов живу, и я каждый раз поневоле внутренне восторгаюсь духом чеченского народа, там, истинной культурой моего народа. Вот. Даже иногда не хочу восторгаться, чтобы не впасть в крайность, но все равно вот, жизнь заставляет меня восторгаться своим чеченским народом. Равного нам нет ни одного народа на свете, вообще близко даже, включая наших близких соседей. Я ко многим к ним отношусь с глубоким уважением, особенно к адыгам. Вот, но адыгам я имею в виду там кабардинцы, черкесы, адыги, все адыги. Вот, но тем не менее, по-моему, я закончил. Musa, Elčan, ty to žena. Watson, gatavīta megarēs. Watson, boš aur, otso tiš tāds va hal. Vai молодежи ама аллара. Ocean, ижи лорш, ашпон, цухайн махиллар. Дин, причем дальше за. Я в этом тоже не сомневаюсь. Сагер, Сакуса, что прорусский, патриотически настроенный. Татаваридах дуанат, да, муссу, гаскашни, айдлани, духлетти, вельдавела. Я всю жизнь мщу за своего убитого отца. Фактически он умер, он не умер, а убит этой системой, фактически. И вдруг этот выродок, я не буду там, он знает о ком, что я о нем говорю, вот он все время там, изи вожи бож, волы, ну, вот, это не значит, что ихиларх, что другие мои родственники, а других я не знаю, родственников своих, которые были бы вот так настроены, как он, например. Поэтому я из этого не делаю трагедию, безгранично верю, что мы один народ и так далее. И вот когда он однажды мне сказал, Мусахо, нохчнюки, вол дагахухо, ву или, так потаволся хермываться. Я говорю ему, содавола, долу нохчихам хердухдаму, мы друзья, не друзья, те, кто меня понимает, они цацкепе кошатёна садак даги турдац даулу ронки шек тамывала. Хо сол дик даулу мигну, ты дико ошибаешься. Вот, кстати говоря, и гнусный, и умадуй, юки. О, дин хвелле, даул кашхердац. Вот, хамклич. Кашхерду у меня найдутся там и тот, кто согласен с моим мнением, там, я многим на своем веку помогал,
может быть, они тоже вспомнят вот, мою помощь, там, скинутся и не дадут сжечь меня в крематории. Вот этому тоже, вот этому аргументу нельзя нам поддаваться. Ватсон, цухена, зудбер, милха зудбер, дало мекш, милха кант, ях мекш гала хилер бахпа. Цухена гала гуштов нахчи зудбер, обычно студент кер. Так и студентка шадуеш мета цедеш йол шиацер. Это уже дуккахум дүйц отхолу ша. Так цигадеш нячил теха. Так ша амайнак шадешнак шекерах гуаш чуадош однозначно ша чек дакканч оздеш рихажин кидаббалх нехна специалист. То же самое цун цигагушвеник кантвар и обычно студентвар. Так от студента шадуеш ша деш садеш чек колш вазер инсан. Так шадеш нях от шедеш ртях кида ше жизнь киек устроить на таухлуш варис. Так кида схиж уеш доч однозначно шадуеш шел юан идуеш шел кант муху хар шадуеш шел кантан идуеш шел ю муху хар. Так цани уқақ волши цақиетум да дат. Аинтир разнообразие yok ю однушнюк. Сонде волши цадеуз одном. Просто динц дуоли адам дуол. Так просто квартайол дуоли иман цунте дюкиз. Так просто адмахила цахила мек что хум просто думать теч даже из студентка цана университета института зачислена хилищу при этом цадиш ищут. Так хум цигата аму ищут. Так социга хулилда удо так кидек осумный каргенш хамацахе хал просто долшдерник долшдар доцдар кинц уже шады кегдердук иду алхитсум именно в этой области. Сюрдик хорошо. Сахатар даже звук. Хахата. Сахазе. Ага. Хорошо. Дикду. Так, я